Опа, заработало! Всем привет! Я надеюсь, что в этот раз звук и видео у нас будут получше, чем в прошлый. Если не будут, пишите в комментариях. Будем что-то править. Но надеюсь, что все будет работать, и тогда будет супер круто. Сегодня мы с вами будем говорить про учебу. Чему и как учиться, особенно если университет уже закончил, и времени как бы нет, и желания, и денег, возможно, и тому подобное. Что вот с этим всем делать? Я сейчас немножко поотвечаю на комментарии, которые вы мне заранее писали, которые оставили под видео. После этого начну отвечать на вопросы в чате, когда таковые появятся. Поэтому что-то есть в голове, обязательно пишите. Может быть, свой какой-то вопрос, а может быть, относительно того, что я сейчас буду рассказывать. Понятно, что все, что я рассказываю, это прям мое личное мнение. Я, конечно, могу в чем-то ошибаться, но полезно обычно послушать именно мнение разных людей и потом на основе этого составить какую-то свою картину, решить, что, ну да, один сказал это, другой то, третий это, а в итоге построить какой-то средний и сделать вывод. Знаете, как, например, работают в McKinsey, собирают экспертов? Опросили 20 экспертов, все они сказали совершенно разные вещи, ну или почти разные. Потом находим средний из них, и вот, видимо, хорошая более-менее оценка. И так делают, на самом деле, не только в консалтинге, так делают и в науке тоже. Поэтому есть смысл слушать разных. Если послушаете меня, буду вам благодарен. Послушайте других и сделайте свой вывод, будете умнее. Поехали по порядку. Я открываю список. Первый я вижу комментарий от Расима. Он говорит о том, что тяжело учиться и работать, учитывая, что дома семья, ребенок. Конечно, на них очень важно выделить качественное внимание, а на работе работа, ничего особо делать не успеваешь, проекты на Kaggle, олимпиады, очень тяжело все делать. Как добавить еще пару часов в сутки? Хороший вопрос. Ответ – никак. В сутки не добавляется пара часов, но из суток можно выкинуть лишние часы. И вот здесь я думаю, что гораздо эффективнее не пытаться успеть как можно больше засунуть часов в сутки, а очень мало в свои сутки допускать лишнего и понять, что реально важно, а что нет. То есть, например, не стоит одновременно брать кучу крутых проектов по работе, чтобы выстрелить там и показать себя супер крутым чуваком, при этом идти на какие-то супер амбициозные учебные проекты, потом с семьей что-то одновременно организовывать, тогда не выйдет. Выйдет, если вы на чем-то одном сфокусировались очень детально и очень пристально, а на другие вещи смотрите так поверхностно, либо практически забиваете. Ну, семья, конечно, сюда не относится, но между работой и учебой часто приходится выбирать. Поэтому, чтобы эффективно учиться и прям много вкладывать времени в учебу, нужно иметь такую работу, которая это позволяет. Многие люди, допустим, чтобы учиться в ШАДе или, допустим, чтобы участвовать в том же Кэгле, берут и увольняются с работы, либо берут какой-то очень длинный отпуск на несколько месяцев и занимаются, и тогда, конечно, эффект гораздо больше, просто потому что есть больше возможности инвестировать время. Не всегда такое получается, и совсем уйти с работы, возможно, не выйдет. Попробуйте тогда менять работу и идти на ту, в которой потребности в вашем времени будет меньше. Например, у меня есть товарищ в ШАДе, он работает 1С разработчиком. И при этом он очень круто шарит сам в разработке, и я часто у него спрашиваю советы, как там, что сделать по плюсам или по алгоритмам. Он очень круто соображает. И при этом у него есть время на то, чтобы этим всем заниматься. То есть работа, с одной стороны, его прокачивает, нужный скилл, разработка. С другой стороны, не требует слишком много времени, как, например, если бы нужно было работать в McKinsey. Или даже в Яндексе. На самом деле, ребята, которые работают в Яндексе, часто не справляются с ШАДом не потому, что они не соображают, а потому что у них времени не хватает, и Яндекс очень много времени ждет. Поэтому есть смысл подумать о такой работе, которая позволит учиться. И на самом деле, вот уже ближе к 30 начинаешь понимать, что иметь возможность найти время на учебу – это привилегия уже. То есть привилегия не столько даже зарабатывать деньги, сколько иметь возможность вложить в себя. Вот это дается непросто, но если найти такую работу, будет, конечно, супер круто. И третий способ – это, конечно, тогда ограничить свои потребности учебные и понять, что сильно важно, и на этом концентрироваться. Например, важен какой-то проект, соревнование какое-то на Kaggle. Вот на нем сконцентрироваться, другие вещи не делать, другие отложить. Не заниматься там другими какими-то курсами, не заниматься английским в это время, если вы занимаетесь английским, не отвлекаться еще на что-то. Забить на хобби. Вот если у вас там хобби бегать по утрам, не бегайте.
Вам нужно на этом сконцентрироваться, вам нужно сделать вот эту задачу, иначе не успеете. Тогда есть шанс, что что-то успеете. К сожалению, тут приходится себя ограничивать. Очень хорошая книга есть про эссенциализм. По-моему, она называется «Эссенциализм. Путь к простоте». Вот здесь нужно делать как раз, как говорят эссенциалисты. Выбрать что-то важное и делать это хорошо. Другие вещи делать посредственно, либо игнорировать. Иначе, к сожалению, все не успеть. И вот эти рассказы про то, как я крутой там менеджер, я все успеваю, я делаю то, я делаю это, вообще я пострел везде поспел, не работает, к сожалению. Во всяком случае, на моем опыте, на опыте моих друзей. Нужно концентрироваться на главном и это делать. И выбирать, конечно, что главное. И следующий вопрос Алекса как раз примерно про главное. Чем лучше учиться? Чему? В рамках своей профессии или развиваться всесторонне? Нет однозначного ответа на этот вопрос, конечно. Я думаю, что лучше учиться тому, что у тебя получается, что тебе интересно. Если тебе интересно делать что-то глубже в рамках своей профессии, например, ты финансист, тебе хочется лучше разобраться в оценке, в инвестициях и тому подобное, развивайся в этом направлении и копай дальше, тебе это интересно, у тебя получается. Если же тебе интересно заниматься, там, например, каким-нибудь машинным обучением, либо, я не знаю, паблик-спикингом, либо продажами, есть смысл этому учиться. Поскольку в конечном итоге мы сможем конкурировать не за счет своих слабых сторон, которые вроде кое-как подтянуты, а за счет своих сильных сторон, которые сильнее, чем у других. И нам нужно развивать свои сильные стороны, а не слабые. Но при этом сильные стороны у вас могут быть многоканальность, скажем так, и генерализм, то, что называется по-английски generalist. Когда вы знаете много всего, умеете агрегировать разные индустрии, разные информации в голове, и на основе этого делать синтез какой-то, который реально помогает в работе вам и вашим коллегам. Тогда есть смысл учиться разным вещам из разных направлений, всему, чему интересно. Если же опять напротив вы фокусируетесь на конкретной вещи, вы крутой спец, крутой эксперт, то нужно это долбить. Но скажу честно, что для того, чтобы быть менеджером, обычно нужно быть экспертом, который расширил свои знания шире обычных требуемых от него компетенций. Поскольку тебе нужно уже уметь управлять людьми, нужно уметь стратегически мыслить, ставить цели, достигать их, проверять, что других достигают, менторить людей и тому подобное. Появляется много всего. И тут есть смысл расширяться так в разные стороны. То есть я бы сказал, если вы еще студент, стоит копать вширь. Если вы начинающий эксперт, аналитик, то человек, который вступает на карьерный путь там, первые 5 лет, есть смысл копать глубоко вот эту отдельную тему и получить какой-то спайк, такой, который будет выделять вас относительно других. После того, как вы за счет этого спайка вырветесь там в ряды менеджмента какого-то, либо тимлид, либо менеджмент, там, в зависимости от индустрии, там уже нужно опять будет расширять свой кругозор и смотреть разные вещи, которые помогут вам не только выполнять свою работу, но и помогать ее выполнять другим и видеть работу шире, чем ее видят другие. Не поздно ли мне сменить направление разработки? Я фронтендер. Ну, насколько я понимаю, не поздно никогда, если вы не собираетесь стать врачом. Хотя, по-моему, даже стать врачом кто-то умудрялся. Я видел интервью и даже собираюсь взять там одного человека, который в 35 лет решил стать врачом, бросил все, был до этого журналистом и теперь учится и станет. Правда, придется потратить много лет, много усилий, но почему бы и нет? Вопрос просто, что с каждым годом опыта работы, усилия, которые потребуются для того, чтобы перейти в новую отрасль, новую профессию, они увеличиваются, потому что у вас уже, с одной стороны, есть какой-то багаж знаний и какой-то ресурс в текущей профессии, а с другой стороны, вам уже появляется, что терять. У вас есть семья, дом, может быть, у вас есть ипотека, может быть, у вас есть какой-то уровень жизни, к которому вы привыкли и который вы не хотите терять. И перейти уже на новый уровень, получается, даже уровень ниже, но на другую профессию будет тяжело. И это, скорее, себя нужно заставить потерпеть какие-то лишения. Но если вы готовы это сделать, если вы очень хотите, то я не вижу проблем, будучи фронтендером, стать, например, бэкэндером или стать тем же DS-ом через, там, если вам 30 или за 30. А если 25, то вообще нет никакого разговора. 25 вы только еще определяете карьеру, менять можно вообще куда угодно и что угодно.
Да и после 30 тоже можно. Просто нужно учитывать вот эти вопросы относительно семьи и работы. Поэтому, кстати, очень важно постараться придумать все-таки, что вы хотите делать до 30, пока у вас нет еще семьи. Когда появится, будет гораздо тяжелее, поскольку на семью вы уже не забьете, а времени будет поэтому меньше. Так, чему стоит учиться, чтобы оставаться востребованным специалистом? Опять же, это зависит от того, какое конкретно направление вы делаете, но в целом важно обладать несколькими навыками, наверное. Важно уметь добиваться результата, какой бы ни был вопрос, какая бы ни была индустрия, какое бы ни было направление, человек, который умеет добиться результата, будет востребован. Достаточно недавно стало появляться еще одно направление, не просто добиться результата, но и привлечь внимание других. Как то привлечь внимание в компании к своей идее, умение продать свои идеи, так и привлечь внимание людей сторонних. Там, я не знаю, начиная от создания собственного стартапа и заканчивая блогингом тем же, которым, я не знаю, сейчас я занимаюсь, чтобы привлечь внимание других. Потому что внимание других, оно чем дальше, тем более дорогим будет становиться. Поскольку есть куча других, куча конкурирующих вещей за внимание человека, есть много разных медиумов, каналов, интернет кишмя кишит разными классными, интересными вещами, конечно, добиться внимания будет очень тяжело. И тот, кто будет уметь это делать, будет востребован. И никакой data science и machine learning вас не съедят. Третье направление, которое полезно иметь, это уметь технически мыслить. Начиная от технической реализации каких-то вещей, как то программирование, но даже не обязательно туда лезть. И заканчивая просто пониманием процессов в бизнесе, основанных на каких-то технических знаниях. Вот это то, что вообще машинному обучению, так называемому, очень непросто будет повторить в ближайшее время. Возможность ваша адаптироваться и принимать ваш майндсет на какие-то новые задачи. Вот если вы вот это умеете делать, это тоже вам очень сильно поможет. То есть я бы выделил 3 вещи из того, что мне прямо сейчас в голову приходит. Это выдавать результат, привлекать внимание других и технически мыслить, решая новые задачи. Ну и опять же, возвращаясь к вопросу, что, наверное, полезно делать то, что вам интересно, и то, что у вас хорошо получается. Вот туда и стоит копать. Поскольку копать туда, где у вас не очень получается, вы не очень хотите разбираться, ничего не выйдет. Будет 100-500 людей, которые делают это лучше вас, и конкурировать вы там не сможете. Не стоит пытаться заделать свои слабые места, нужно развивать свои сильные места. Так, вопрос про консалтинг от Алекса. Возможно ли прорваться в консалтинг, не имея за спиной топовый вуз России, стажировок в Европе и так далее? Но есть какие-то другие достижения. Ну, скрининг пройти можно, и часто на скрининг пускают много разных людей, просто потому что, а вдруг повезет, вдруг человек там с нестандартным бэкграундом будет интересным. Но на самом деле, честно скажу, что все-таки большинство консультантов – это достаточно типовой профайл, МФТИ, Вышка, МГУ, я не знаю, МГИМО, может быть, которые учились за границей, которые поработали в разных международных компаниях, вот теперь пришли в консалтинг. Людей, которые пришли, я не знаю, из вооруженных сил, у меня был менеджер, летчик-истребитель, потом музыканты и тому подобное, про них любят рассказывать, но их очень мало. Поэтому и здесь, возвращаясь к нетоповому вузу, шанс есть. И всегда стоит пробовать податься, если вам это важно. Пробовать стоит. Но получится или нет, шанс, конечно, гораздо меньше, чем у выпускника той же Вышки или того же МГУ. Следующий вопрос. Насколько велики шансы получить хорошую работу после окончания магистратуры Вышки по управлению проектами? Ну, смотрите, Вышка – это хорошо. Управление проектами – это так себе, потому что это очень такая абстрактная штука, которой тяжело учиться в академической среде. Ей учишься на практике. И тебя все равно не будут брать проект-менеджером сразу. Тебя будут брать аналитиком, поэтому толку от навыков управления проектом будет мало. Гораздо эффективней с точки зрения отбора даже в тот же консалтинг, да и вообще в большинство бизнесовых компаний, это учиться чему-то техническому. Тот же инженерный бэкграунд здесь гораздо более релевантен, или та же математика. Потому что человек, который смог заботать технические вещи, заботает бизнесовую часть там в консалтинге на раз.
Но при этом человек, который учился бизнесу, не факт, что он заботит новые, более сложные бизнесовые вопросы. Поэтому все-таки чаще предпочитают технарей, чем гуманитариев. Хотя есть исключения. Буквально сегодня я общался со своим выпускником, очень толковый парень, он чистый гуманитарий, прекрасно прошел в BCG и там с удовольствием работает. Так, какую магистратуру и где лучше выбрать, чтобы подходить для отбора в большую тройку? Ведущий московский вуз, техническое направление, чтобы побольше было технических вещей, либо известный какой-то зарубежный вуз. Вот это прям лучше всего. Так, какие критические навыки и характеристики отличают успешного кандидата на роль ассоциата по сравнению с кандидатом на старшего консультанта? Смотрите, консультант и старший консультант – это человек, который умеет хорошо соображать, но его нужно менеджить. Ассоциат, следующий уровень, это человек, который умеет хорошо соображать, и его не нужно менеджить. И третий уровень, менеджер, это человек, который умеет хорошо соображать и умеет менеджить. Собственно, различия ключевые здесь и кроются. То есть ассоциат отличается от консультанта или аналитика, как это называется, McKinsey, например, тем, что он умеет выдавать результат. Вот если он умеет выдавать результат, то он уже скорее ассоциат. Умеет работать независимо, построить отношения с клиентом, продумать весь workflow, распланировать свою работу, понять, что ему нужно сделать, все это сделать, показать результат, независимо от менеджера, и сделать это круто. Вот тогда этот человек скорее ассоциат. Если вот это все пока тяжело и нужно какое-то обсуждение с менеджером, какой-то совет, какой-то гайденс, какой-то коучинг, то тогда это скорее консультант. Но при этом и тот, и другой должен, конечно, хорошо шарить. То есть если ассоциат, который вроде как все сам делает, но при этом факапит все подряд, то это и не ассоциат, и не консультант, это сразу до свидания. Нужно и хорошо соображать, и качественно делать, и делать это самому. Тогда ты ассоциат. Так, я сделаю небольшую паузу, чтобы посмотреть вопросы в чате, ибо до этого я читал вопросы просто в комментариях. О, вопросы в чате прибавились. Прекрасно, посмотрим. Как студентам, изучающим Excel, VBA или Python, можно найти задачи для практики? Задачи сложные, схожие с задачами на работе. Угу. Но это зависит от того, какая работа на самом деле. Потому что, я не знаю, опять же, в том же консалтинге Excel, VBA практически не нужен. И я вам открою секрет. VBA – это зло. Знаете, почему это зло? Потому что его невозможно дебажить. И если вы, не дай бог, там насажаете какие-то ошибок, а вы их насажаете 100 пудов, потому что всегда такое бывает при разработке, вы их фиг потом выловите. Но самое страшное не здесь, самое страшное не в дебаге. Самое страшное, когда вы этот Excel будете кому-то отдавать, когда вы будете отдавать его клиенту или менеджеру, или еще кому-то. И человек, который ничего не понимает, что у вас происходит и так в Excel, начнет копаться в вашем коде VBA. И это смерть. Смерть ваша, не его. Потому что он к вам прилетит и будет задать 100-500 вопросов. А у вас еще другой проект висит, и вам еще нужно кучу других вещей делать. И отдуваться по вопросам VBA. Это будет кошмар. В общем, мой вам совет. Избегайте VBA. Ну его нафиг. Касательно Python. Kaggle. Прекрасно, по-моему, место. Вот вам и Data Science, и Python применяется, и даже деньги можно какие-то выиграть. И, в принципе, к практике, ну, более-менее близко. Не абсолютно практика, потому что есть, конечно, различия между Kaggle и практикой. Они здоровые. Об этом можно послушать, кстати, в интервью с Пашей Плесковым. Он Kaggle Grandmaster, он как раз рассказал, в чем разница. Но в целом это лучше, чем ничего. Другая альтернатива – это различные курсы на той же Курсере можно бесплатно пройти. Можно найти какие-нибудь платные курсы, там обычно материалы очень клевые. В ШАДе материалы практически офигенные. Просто проблема, что их дофига. И очень легко задолбаться, все начать ненавидеть, не успеть ничего сделать, и потом еще и вылететь, и ходить огорченным, что столько времени потратил, все равно вылетел. Но практика очень офигенная. То есть, резюмируя, где можно взять материалы по Python, Kaggle, Курсеры и прочие курсы всякие очные, тот же ШАД, ну и устроиться на работу. А кто вам мешает взять, будучи студентом, пойти устроиться, пока вы уже что-то пишете на питоне, что-то вы соображаете, вы джун. Ну окей, вы можете быть слабый джун, но окей, надо пытаться себя продать. Продавайте, и вот на работе будете учиться. Знаете, есть такой метод, называется метод провокации. А именно, когда вам нужно добиться ответа от человека, а он не отвечает. Вы сделаете, как вы считаете правильным, и смотрите реакцию. Также здесь. Вы подайтесь на работу и смотрите реакцию.
В любом случае, худшее, что вас ожидает, это вас не возьмут на работу. Ну и что? А в лучшем случае вас возьмут. И вы получите практику, еще и деньги. Ну, это же прекрасно. Дальше читаю. Ага. Можно ли уверенно пойти работать в сфере Data Science после окончания ШАДа в какие-либо госкомпании? Запросто. Я думаю, что ШАД будет overkill. Вы придете в госкомпании, и никто вас не будет понимать, что у вас там происходит в голове, ибо это будет очень сложно. Все будет очень сложно. Или все-таки нужно иметь диплом с техническим направлением? Ну, окей, я честно скажу, я не знаю точно в госструктуру, может быть, и набирают там по диплому, но на самом деле сейчас происходит изменение госструктур тоже. Им нужно делать работу, им нужны люди, которые деливерят результат. Они просто сидят и со своими дипломами просиживают штаны. Если вы будете деливерить результат, то, возможно, может быть, не сейчас, не через год, но вы будете проходить госструктуры, ибо им нужны эффективные люди. И к этому скоро все придут. Приходить будут не быстро, но придут обязательно. И кроме того, в ШАДе вам тоже диплом дадут. И кроме того, можно не только в ШАД идти, а там, я не знаю, в разные магистратуры, в той же вышке, там тоже Сколково, и там, может быть, придется даже меньше времени потратить, вот вам и диплом, и тоже качественное образование. Почему бы и нет? И плюс для госструктур, что-то мне кажется, что там требования не такие уж прям сильно высокие, если вы только не супер какое-то подразделение идете, типа, я не знаю, криптологов и тому подобное, но я про такое даже ничего не могу рассказать, то вам хватит вашего уровня даже self-study. Я так думаю. Так. Как учеба в ШАДе вообще идет? В каком языке программирования сейчас далеко продвинулся? Учеба в ШАДе идет тяжело. Много времени съедает, но очень интересно. Больше всего продвинулся в плюсах, поскольку другими ничем не занимался. Там пару строчек написал на питоне по линейной алгебре, но в остальном плюсы, плюсы, плюсы. И плюсы – это классная штука, я вам скажу. На них писать, конечно, очень долго, но когда пишешь, это песня. Потому что они очень быстрые. Например, если хочешь написать код эффективнее, чем Python, это плюсы. Если есть какая-то библиотека стандартная питоновская, которая медленно работает, поправь ее на плюсах, и все заработает. Так. Слышал что-нибудь про школу 21 из Сбербанка? Слышал, что они только запускаются, и идея очень крутая. Это то, что препода вообще не будет, и всех людей, участников на 3 года просто поместят учиться самим собой делать жесткие проекты. Примерно как ШАД, только без преподов. Что, в принципе, неплохо, потому что в ШАДе, на самом деле, в лекции можно было бы убрать, на мой взгляд. Вот общение на семинарах и общение в чатах особенно очень крутое. Лекции часто легче было бы, наверное, по видео смотреть. Я многие смотрю по видео, просто потому что можно ускориться, там еще сделать, не нужно ездить вживую и тому подобное. Вот в Сбере пытаются сделать то же самое, и это сделали, на самом деле, во Франции в школе École 42 она называется. Очень крутая школа, и они очень крутые отзывы, и она супер популярная, но это Франция, ее сделал какой-то миллиардер, который вложил кучу денег, не рассчитывая на этом заработать, хотя вроде что-то там они будут зарабатывать даже. Насколько сможет это сделать Сбер, я не знаю. Одно дело, что там идея хорошая, что из этого выйдет, непонятно. А как всегда, в результате важна не идея, а имплементация. Вот что будет имплементация, вообще не знаю, пока рано судить. Но идея клевая, идея клевая. Так. Иду на разговор в 4, стратегический консалтинг по энергетике. Что почитать, как подготовиться? Будет кейс-стади. Так, что почитать по энергетике? Хороший вопрос. Я сходу не отвечу, наверное. Какие публикации? Я бы просто погуглил McKinsey Quarterly, тот же BCG публикации, Bain публикации. Они пишут про все подряд. Вот стоит посмотреть, что они пишут. Плюс стоит посмотреть, что пишут ведущие энергетические компании сами про себя, например, в своих годовых отчетах. Там будут какие-то интересные вещи, не всему стоит верить, но полезных вы точно вещи там найдете. И плюс, конечно, стоит посмотреть публикации 4. Они тоже очень качественные, там тоже очень много полезных вещей можно почерпнуть. Тем более, если вы идете в компанию в 4 и будете собеседоваться, обязательно нужно читать их публикации. Ибо чужие публикации они могут и не знать, но свои они, скорее всего, знают. И видение у них общее, поэтому это видение нужно знать. Поэтому что я бы сделал перед встречей там, с 4, я бы погуглил их публикации и прочитал, что они пишут про энергетику. И вот это, наверное, было бы самое важное. А потом уже погуглил бы, что пишет McKinsey. И не нужно будет умничать на интервью, сказав, на McKinsey вот так пишет, вы пишете там что-то еще, но вы пишете фигню. Вот так никогда не стоит делать. Во-первых, потому что это неправда, а во-вторых, потому что вы только испортите отношения.
И, может быть, и не стоит даже вспоминать, что вы прочитали это в McKinsey. А вот то, что вы прочитали в публикации четверки, упомянуть точно стоит. Так, личное мнение насчет аудитора, бакалавр, инженер. Какие могут быть успехи в консалтинге? Зависит все от того, как ты будешь пахать. Инженер – это клево, аудитор полезно, бизнес-сенс тоже есть. А теперь вложись просто в подготовку, заморочься. Собственно, вот как я говорил, например, в пример с ШАДом. Или там вот как рассказывали ребята, выпускники ФЛЕС, которые прошли, там тот же Боря Кулахметов. Возьми и заморочься. Вот дальше все зависит уже от тебя. Как бы инженер и аудитор – это неплохой бэкграунд, и скрининг пройдешь. А дальше все в твоих руках. После скрининга вас отличает только ваша подготовка, а уже не ваше резюме. Так вот, вложитесь и пашите. Ибо те, кто пашут, и я видел ребят, которые пашут, и, о, господи, как они пашут. И я понимаю, почему они получают офферы. Это видно почему. Вот если вы сможете пахать так же, как они, то вы пройдете и аудиторы, и инженеры, и певцы, и юристы, и финансисты, и кто угодно. Если вы так пахать не будете, то Гарвард, если вы закончите, толку не будет. Тут реально очень важно вот схватиться и сделать. И делать долго, занудно, и вообще все это ненавидишь, но только тогда будет результат. Иначе даже не стоит браться. Так. Как у тебя здоровье, время на тренировке? Ну вот, к сожалению, на тренировке мне пришлось забить. Я ходил более-менее постоянно на тренировки спортивные до ШАДа, до того, как начал поступать. Как начал поступать, потому что это совсем новая для меня тема, и нужно очень много было готовиться, мне пришлось приоритизировать. То есть я либо жил так размеренно, спокойненько, ходил на тренировки и тому подобное, но в ШАД бы я не прошел, либо мне пришлось напрячься, и заставить себя пахать. Но пришлось чем-то пожертвовать, пришлось пожертвовать тренировками. Теперь мои тренировки – это просто там пару раз в день подойти к турнику, подтянуться. Да, это не идеально, меня это огорчает. Я хотел бы ходить в спортзал, у меня не выходит. Потому что я специально сказал себе, мне нужно вложить вот сюда время и пахать на ШАДе вот эти 2 года. И, кроме того, не упускать работу по ФЛЕС и продвигаться там. Вот эти 2 вещи у меня занимают много времени, и плюс семья. Остальное я откинул. Остальное я не буду тратить время специально, потому что я не успею сделать все, точно. Я нифига не мультитаскер, и вот эти все рассказы про мультитаскинг – фигня. Нужно постараться сфокусироваться на минимуме вещей и делать их хорошо. Ну, я пытаюсь это сделать, насколько возможно. Я, конечно, не супер-мега крутой чувак в ШАДе, но учусь неплохо. И я стараюсь... Ну, главное, что я думаю, что я становлюсь от этого умнее и лучше начинаю соображать и больше знать. Вот это важно. То есть, в принципе, эффект есть. Так. Сейчас в консалтинге развивается тренд по аутсорсу консультантов через агентство. Как считаешь, можно ли развить карьеру в качестве консультанта на аутсорсе? Какие недостатки? Ну, не то, что это сильно развивается, это не так часто применяют. И консультантом на аутсорсе можно развиваться, если ты хочешь дальше работать фрилансером. И это тоже прикольно, кстати, будучи фрилансером, у тебя гораздо больше гибкости, и ты можешь больше пахать, например, учиться самому. Например, в том же ШАДе тебе легче будет учиться, если ты фрилансер-консультант. И это круто. И тогда здесь строить карьеру, собирать клиент-бейс, собирать отзывы, учиться работать на таком фрилансе, учиться самостоятельности и выдавать результаты, это очень круто, да. Тогда стоит. Но чтобы строить карьеру в консалтинге, расти именно там в той же 3 или 4, не стоит. Фиг вы перескочите из аутсорса на постоянку, если вы только не супер-мега-рок-стар какой-нибудь и с кем-то не построите крутых отношений. Что вообще вряд ли произойдет. Поэтому я бы сказал, что все зависит от ваших целей. Если вы хотите иметь возможность своим временем управлять на разные вещи, его направлять, и вообще вам больше интересна такая свобода, но и неопределенность, то на аутсорсе консультант – клевая работа. Тот же консультант, только там более свободен. Если вы хотите продвигаться вверх и стать партнером, зарабатывать большие деньги, консультировать крутых людей и вообще быть всем таким вот клевыми ребятами, там, как позиционируют себя консультанты, то вам, конечно, не на фриланс, вам, конечно, на full-time. Так, ой, у меня что-то все прокрутилось. Так, вот вижу. Как себя дисциплинируешь? По всем заданиям и объемам работы успеваешь?
Не все. Я дисциплинирую, наверное, себя больше всего в тем, что я учусь не быть ботаником, не быть отличником. Сразу оговорюсь, вот то, что я ботан редкостный, мне помогло во многом в жизни. Я и в университет поступил благодаря этому, и там на олимпиадах участвовал, что мне сейчас в ШАДе помогает, и в МcKinsey меня благодаря этому взяли, и в Стэнфорд взяли, и потом в ШАД я попал, просто потому что я ботаю, когда нужно. Но это иногда мешает. Вот сейчас в ШАДе это мешает, потому что сейчас мне очень тяжело что-то не сделать. Я переживаю, когда я не делаю какую-то домашку. А я не успеваю сделать все, потому что я либо не делаю домашку, либо делаю что-то там по проекту с клиентом, либо делаю какую-то важную вещь во Флес. Я понимаю, что на Флес я не могу забить, это важнее. Я приоритизирую Флес и решаю, на что мне забить в домашке, чтобы при этом все равно максимально выучиться и получить наибольший эффект. То есть главное, чему я себя дисциплинирую сейчас, что я дисциплинирую себя делать, это ограничивать себя и минимизировать свою работу. И выбрасывать то, что лишнее. И не делать домашку. Хотя очень хочется, и хотя это меня очень огорчает. Но не делать домашку лишь в той степени, чтобы успеть сделать более важные вещи. Ну, а потом делать. То есть ни в коем случае нельзя скатиться до такой ситуации, когда, ну все, я вообще не успеваю сделать, я вот тут не успел на 5 получить, так а зачем мне 3? Я вообще на все забью. Вот так делать не стоит. Не стоит пытаться везде перфекционистом, все успеть, и в итоге потом страдать от того, что сказал либо все, либо ничего. Вот либо все, либо ничего – это такой подход скорее более детский, либо такой, может быть, юношеский. Вам же, ну и мне, и вообще вам тоже нужно оптимизировать такую сложную, многоразмерную функцию, где у вас есть и работа, разные направления на работе, и семья, и учеба, и куча всего, и вам нужно понять, где максимум ваш. И ваш максимум не обязательно будет в максимальном количестве задач или топ-1 место в рейтинге курса по алгоритмам, например. У меня там его не будет. Но мне нужна более сложная функция, где там будет, окей, какое-то неплохое место по алгоритмам, топ-40, потом при этом я закрою проект с клиентом, клиент будет счастлив, у меня с ним построены отношения, потом мы запустили новый курс, и курс хорошо движется, и студенты на нем счастливы, они реально учатся. Потом я имею возможность проводить время с семьей и вижусь с родителями, для меня это важно, вижусь там с своими детьми и с женой. И вот эту функцию как раз я для себя оптимизирую. Когда я начинаю понимать, вот, что мне оптимизировать надо, а не быть абсолютно первым везде, становится гораздо легче. Приходит понимание, куда потратить усилия в каждый момент. А где стоит забить, а где, наоборот, стоит поднажать, может быть, ночью не спать и что-то там дожать, доделать. Так, подскажи, как лучше перейти в консалтинг с текущей стажировки в аудите, Big 4. Пройти ли стажировку и подаваться потом, или как можно раньше, или как вообще? Смотри, мне кажется, что легче подаваться, наверное, из аудита уже когда ты работаешь full-time. То есть стажировка – это все-таки мало, наверное, и было бы полезно поработать и аудитором некоторое время, а потом и в рамках компании можно перейти, во-первых. А во-вторых, можно уже из компании там через год-полтора уйти, если вдруг надоест, вдруг не нравится, и идти делать что-то другое. Запросто такой тоже формат вполне себе рабочий. Идти сразу после стажировки, ну, наверное, можно, если прямо аудит совсем задолбал. Но в целом лучше все-таки, чтобы ваш опыт был чуть длиннее, чем просто стажировка. Стажировка, конечно, маловато, если честно. Но если прям совсем поджимает, ну, окей, тогда переходите. Так, дальше. Если отчислили из МГИМО, но закончил другой вуз, какие шансы попасть в большую тройку? Ну, зависит от того, какой вуз закончил, потому что все-таки смотрят на регалии. Ну, как и вы, окей. Вот ребята, кто поступает в тройку, идут в тройку, потому что это бренд. Также и тройка берет людей, потому что вы бренд. А бренд ваш складывается из того, какой вуз вы закончили в том числе. Как это не обидно. Поэтому, если вы вылетели из МГИМО, ну окей, понятно, что в жизни бывает всякое, у вас могут быть там свои причины, они могут быть вполне себе веские. Но, к сожалению, это от этого там меньше у вас бренд. То же самое, когда набирают другие компании. Например, набирает Strategy End. Классная компания, где работают мои бывшие коллеги, которые очень круто шарят, но при этом вот у них нет такого бренда. Поэтому к ним идут меньше, потому что нет бренда, хотя команда крутая. Но люди это не понимают. Также и с вами будет такая же проблема. Вы соображаете, шарите, и, скорее всего, толковый, возможно, будущий консультант. Но бренда не хватает. А тогда, кстати, есть способ, может быть, если в тройку не получается пойти в другую компанию, тоже с крутым брендом, но менее раскрученным. Я думаю, что стоит тогда другие тоже смотреть.
И вообще это относится ко всем, не только тем, кто вылетает из ГМО, а в целом. Не стоит ограничиться только вот там 3 компаниями, думая, что ну вот здесь круто все заделиверят, здесь я построю крутую карьеру, в других местах не построю. Это не так. Самая крутая карьера, самые крутые, наверное, карьеры, о которых я слышал, строились как раз не в тройке. А у людей, которые либо в тройку не попадали, либо по каким-то причинам в тройку не шли, решили чем-то другим заниматься, потом неожиданно она выстреливала. Просто потому, что там нет конкуренции, и они могли получить такие обязанности, которые в тройке им не дадут. Например, вот мой товарищ, который был в Беларуси general-менеджером в Ламоде. Блин, парень, 25 лет, general-менеджер в Ламоде. Это же очень круто. Он не работал в тройке. Он работал в SPG. И после этого потом еще где-то поработал, пришел в Ламоду. Его карьера не такая стандартная. То есть в момент до Ламода все могли подумать, блин, чувак вообще все зафакапил, не попал в тройку, да это вообще не круто. А потом, благодаря тому, что он пошел не по стандартному пути, он получил оффер в Ламоде, проработал там очень круто, его взяли с руками, оторвали в Стэнфорд, и сейчас он занимается инвестициями в какой-то крутой компании в долине. Круто. И после тройки не факт, что у вас получится так сделать. У меня была куча коллег из тройки, кто не попал в Стэнфорд. Ну и надо сказать, что и даже те, кто не попал в Стэнфорд, они все равно круто потом сложились дела, поэтому еще один отдельный разговор, нужно ли в Стэнфорд идти, но это там моя любимая песня, которую мы потом споем. В общем, нестандартный трек, он часто очень здорово может вам помочь, хотя вам кажется, что вы все зафакапили и не пошли в топовую компанию. А это может быть только лучше. Поэтому стоит подумать хорошенько, что за компания, стоит сделать ресерч. Так, дальше. Так, все это немножко прокрутилось. Так. Вот, по DS многие советуют сразу идти на Kaggle. Согласен? Или же нужно знать базу? Можно идти сразу на Kaggle. И честно вам скажу, DS можно решать задачи, не зная жесткого всякого линала и жесткой мат-базы. Запросто. В принципе, если вы знаете примерно, как применять разные функции из стандартных библиотек. Запросто можно. Но при этом есть риск, что вы потом начнете жаловаться, что мне не хватает мат-базы. И на это жалуются даже крутые ребята, такие как Валера Бабушкин, которые нафиг уже сложившиеся DS, причем не просто DS, а еще и тимлиды, которые сами строят команды DS, но при этом говорят, блин, мне вот что-то не хватает. Вот если вас это не парит, что через какое-то время будете говорить, что-то не хватает, а через какое-то время догнать это будет очень тяжело, потому что вы уже будете строить карьеру, у вас не будет времени, вот то, о чем я говорил в начале, тогда, конечно, идите сразу на Kaggle, тренируйтесь, отрабатывайте более практический навык. Если вы хотите все-таки в теории шарить и считаете, что вам потом это понадобится, скорее всего, вам понадобится, то есть смысл все-таки мат-базу тоже подтянуть. На той же Coursera есть куча прекрасных курсов по этому поводу. И потом тогда уже идти на Kaggle. Ну, и вообще советую этот вопрос еще на ODS задать. Там обязательно будет очень клевое обсуждение с кучей холивара и тому подобное по поводу того, как стоит делать. Будет очень забавно за это все посмотреть. Ну, в общем, там будет много разных мнений, и поэтому стоит послушать. Всегда стоит послушать разные мнения. Так. Был совет избегать Excel VBA. Как автоматизировать рутинные задачи? На каком уровне применяется Excel в консалтинге? Регулярно, все владеют? Так, но у меня рутинных задач в VBA не так много. Есть парочка, и скажу честно, мне пришлось написать код на VBA, да, уже во Fles, не в McKinsey. McKinsey ни разу не писал VBA. Просто чтобы там одну штуку автоматизировать, потому что я тогда еще не умел писать на другом каком-то языке, и плюс это было быстрее всего. Сейчас я буду писать на другом языке, скорее всего, я просто сразу буду хранить не в Excel данные, а в CSV, либо в каком-то другом формате, и буду прогонять на него хотя бы Python, чтобы там это быстрее было. А то, может быть, вообще плюсы натравлю. Ну, плюсы, наверное, это overkill будет, ладно, сейчас скажу. Python, наверное. Excel в McKinsey применяется, если это для клиента какая-то работа, скорее... То есть всякие функции Excel, хитрые поиски, сортировки, но чисто на основе формул. Они применяются. Но при этом сложный VBA иногда делают, но супер редко. И это делает обычно не консультант, а какой-нибудь Advanced Analytics команда. И я не советую вам в это лезть, потому что, вот, возвращаясь к началу нашего разговора, вам потом прилетит такое от клиента, что вот здесь я не понимаю, что происходит, а вот тут поправьте, а вот тут пришли новые данные, обновите. А вы уже на новом проекте. Вас уже мочат на новом проекте по полной, а еще нужно делать вот этот старый.
И это будет очень плохо сказываться на вашем лайфстайле, и ни о какой дополнительной учебе или личной жизни говорить уже не придется. А это вообще печальная ситуация тогда. Не советую. Так, «Школа 21» — это франшиза 42. Учимся на французском ресурсе, на их материалах. О, окей, спасибо, что сказал. Я вот этого не знал. Если это прям франшиза 42, то и прекрасно. В таком случае 42 делает хорошо. Наверное, тогда и 21 тоже делают хорошо, поскольку они франшизы. Ну, видимо, но я тут не знаю. Помогает приложение Rescue Time. Расскажи, как им пользовался. Вообще сетап для продуктивности. Блин, ну про сетап продуктивности это вообще отдельно нужно будет рассказать. Я думаю, что мы снимем. Тем более, что к нам наконец приехала новая аппаратура для съемки. Поэтому держитесь. И это будет не просто экранчик моего Mac, а это будет уже нормальная камера. Но, тем не менее, в общем, про продуктивность я отдельно расскажу. Действительно стоит. Не то, что я мега продуктивный чувак, я сказал, что скорее моя продуктивность берется из отбрасывания лишнего, чем от умения успевать все. Но, тем не менее, кое-что расскажу. Rescue Time – полезная штука. Она помогает мне отслеживать, на что время трачу. Периодически раз в неделю я смотрю, окей, куда же я тратил время. И вот оттуда я как раз и понял, что на шат я трачу 35 часов в неделю. 35 часов в неделю. Также я понимаю, там, сколько я тратил времени на какую-нибудь фигню типа соцсети. У меня стоит 20 минут в день. Если я трачу больше, у меня блок. Поэтому я, например, ВКонтакте, мне тяжело отвечать, потому что 20 минут я провел, все, я не могу зайти больше. То же самое, там, если я занимаюсь спортом, у меня там оповещение, вот, ты сегодня 10 минут спортом занимался, ты молодец. Мне приходит оповещение, у меня потом красные такие буллеты, не заполнил, я думал, блин, все, я все это провалил. Поэтому пинает это хорошо, мотивирует и вообще помогает понять, на что время тратишь, чтобы лишнее потом выкинуть. Понять, окей, вот здесь я профокапил, вот это выкинуть, а вот это оптимизировать, делать быстрее. Поэтому, да, помогает. Помогает, безусловно. Подробнее расскажу позже. И мне нужно подумать, все-таки это как-то структурировать, чтобы это не был поток сознания, как сейчас. Так, какое мнение про Advanced Analytics McKinsey? Какое? Ну, я думаю, что работа интересная. Опять же, это близко к консалтингу, но при этом чуть более техническая часть. Наверное, если бы я лично хотел заниматься технической частью, я бы пошел не в McKinsey, я бы пошел хотя бы в Яндекс. Ну или, может быть, в Mail.ru. Про Mail.ru меньше знаю, Яндекс, наверное, больше. Все-таки там технические вопросы более интересные и глубокие, чем в McKinsey. McKinsey – это все-таки больше про стратегию. Но, тем не менее, если вам интересно совмещение технической части и стратегии, то я думаю, что Advanced Analytics – отличное место с точки зрения работы. Но я там не работал сам и мало с ними взаимодействовал, поэтому мое мнение здесь, наверное, так крайне ограничено. Это, и опять же, это чисто мое мнение, что я лично думал про это. Так, читая инфу про тебя, я так и не понял, почему ты ушел из консалтинга. Надоело? Это вытекает следующий вопрос. Для чего тебе шат? Сказал Галицкий, в какой-то момент нужно не учиться, а работать. Ну окей, я, наверное, 100-500 раз говорил про зачем я ушел из консалтинга, не буду, наверное, слишком подробно отвечать, ибо меня все возненавидят. Коротко, я хотел сделать флес. Я им и занимаюсь. Зачем я пошел в шат? Для того, чтобы во флес сделать engine аналитики и мотивации. Ну и плюс для того, чтобы посмотреть самому, как учиться, чтобы потом на основе этого помогать учиться другим взрослым людям. Потому что одно дело, когда ты препод и со стороны пытаешься всех гонять и думать, а почему люди не учатся, почему у них это не работает? А с другой стороны, когда ты выступаешь как студент, и чувствуешь, вот здесь не успеваешь, вот здесь мне не нравится, вот здесь я бы исправил. Ты потом эти ошибки исправляешь в своей работе. Мне важно, чтобы флес был классным, что он работал и был реально эффективным. И люди, чтобы выходили с новыми профессиями. Но для этого мне нужно это через свою шкуру прогнать. Мне нет смысла заниматься консалтингом, потому что, окей, я и так уже это знаю. И тут я не смогу на своих курсах учиться. Но при этом я смог заниматься на своих курсах, например, когда меня Дима Соколов, наш ментор по математике, учил математике. И вот тут я на себе посмотрел, как Дима учит, что мне нравится, что не нравится. Мы какие-то вещи там поправили и какие-то вещи там, наоборот, усилили. Также здесь. То есть, отвечая, зачем мне шат? Мне шат нужен для того, чтобы сделать флес лучше. Сделать флес лучше с точки зрения аналитики и мотивации. И чтобы понять, как правильно учить, испытав это все на своей шкуре. Нужно не работать, а учиться? Да, согласен. Но я скажу по-другому. Учиться нужно будет всю жизнь. И работать, да, работать вы тоже будете всю жизнь. Но тот, кто работает и учится всю жизнь, на самом деле достигает больше, чем тот, кто просто работает всю жизнь. Идеальный пример для меня – это Уоррен Баффет.
Я не думаю, что я хочу быть инвестором, как он, но профессиональным навыкам я бы у него поучился с огромным удовольствием, если бы была такая возможность. И вот он как раз человек, который учится всю жизнь и читает эти книжки каждый день по сумасшедшее число часов. Это его учеба. Моя учеба здесь сейчас – это вот решать эти задачки и учиться это внедрять. Поскольку сейчас будущее в этом будет. Будущее будет лежать все-таки в общении человека с машиной. И в общении человека с человеком, конечно, как мы отдельно сказали. Но здесь вот я прокапываю часть по общению с машиной. Когда я это закончу, я буду тратить сумасшедшие часы на чтение книг. Но я буду это тратить, и учеба никуда не уйдет из моей жизни. Она останется всегда. Поскольку я считаю, что это как раз и будет драйвить результат. Работа, конечно, останется. Но я обязан буду совмещать работу и учебу и дальше. Если я не смогу это сделать, то я не смогу дальше расти. Так, следишь ли ты за рационом питания, принимаешь какие-нибудь специальные витамины, добавки, чтобы лучше соображать? Не, нифига. Еще я плохо ем. И иногда забываю поесть. И это очень плохо, и в этом не нужно брать с меня пример. Я надеюсь, я исправлюсь. Пока, к сожалению, не справился. За это меня все время ругают жена и родители. Так, дальше. Дальше. Ой, блин, опять у меня все съехало. Так, вот. Какие планы на развитие у ФЛЕС среднесрочные? Среднесрочные планы – это ввести как раз вот эту аналитику, которой я буду заниматься сначала сам, потом привлеку там более толковых ребят, чем я, начиная, наверное, с января, и я уже попытаюсь внедрить какие-то вещи, которые там учили в ШАДе. Они пока будут не такими напрямую то, что нужно, просто потому что я буду, скорее всего, писать на питоне, мы же учили плюсы, мне пока нужно что-то на питоне быстро своять. Но, тем не менее, сам навык к подходу к разработке, к культуре кода, к культуре дебага и тому подобное, и там, например, отношение к питону, как то, что лучше минимизировать циклы, а больше использовать линал, вот это мне точно пригодится. И вот это я постараюсь использовать. Заодно посмотрим, насколько моя гипотеза о том, что ШАД поможет мне построить более крутую аналитику во ФЛЕС, работает. Либо, может быть, я ошибся, и тогда, конечно, я просто профокапил, потратил кучу времени. Надеюсь, что это не так, но посмотрим. То есть в любом случае среднесрочный план – заняться аналитикой, делать ее чаще, лучше и автоматичней, меньше привязываясь к людям. А потом, конечно, уже идти на другие курсы, на другие направления. И я думаю, что разработка Data Science мы не обойдем, там, безусловно, нужно будет делать, но не только их. На самом деле я вижу огромный потенциал еще в таких вещах, как вот то, что называется общение человека с человеком, как то public speaking, как то маркетинг, может быть, онлайн-маркетинг, как то переговоры и прочие вещи, они очень важны. Они очень важны, хотя они покороче, может быть, с точки зрения обучения, но они реально будут дальше людям помогать. Я чувствую иногда, как нашим студентам этого не хватает, и думаешь, блин, а где это взять? Ты пытаешься найти какие-то другие курсы советовать, но думаешь, что если ты в этом разберешься, ты можешь сделать это лучше. И я хочу это сделать лучше. И мы будем это делать, но это, конечно, займет некоторое время, это не так быстро. Дорогу осилит идущий, что можно сказать? Большое спасибо за полезное видео. Вопрос. На что фокусироваться в начале карьеры для того, чтобы строить международную карьеру? Для этого лучший опыт в конкретной индустрии или консалтинг? Хороший вопрос. Для международной карьеры лучше сфокусироваться на том, что международно востребовано. Как ни странно, международно востребовано, опять же, зависит от того, в какой сфере у вас карьера. Разработчики международно востребованы, особенно если вы не просто DS, а вы еще и SE, Software Engineering. Вас тогда можно даже легче попасть в другие страны. Если вы DS чуть посложнее попасть, но тоже можно. Если у вас бизнесовое направление, тут потяжелее, просто потому что обычно бизнес в каждой стране свой, в отличие от кода, который во всех странах одинаковый. И тут нужно уже думать, нужно идти в международные компании, локально идти тяжелее. Если только не перескакивать через MBA, как вот это Дима Каличкин делал, про который я говорил сейчас. То есть я бы, наверное, пошел в международные компании, не обязательно консалтинговые, но у которых есть офисы в разных странах, чтобы вы могли сделать rotation с последующим отправкой в другую страну, где вы могли бы поработать некоторое время, набраться опыта, и потом за счет этого опыта уже строить карьеру в разных странах, возможно, вернуться в Россию, продолжить ее здесь, строить международный опыт, а может быть, поехать работать в какую-то другую страну. Но вот этот опыт в любом случае вам поможет. Поэтому короткий ответ – международная компания, консалтинг не обязательно. Тем более, что другие международные компании, возможно, даже лучше отправляют за границу, чем консалтинг.
Так, насколько по опыту твоему влияют оценки в ВУЗе, дипломе, зачетки на отношение работодателей к тебе? Но влияют, встречают по одежке, провожают по уму. Это как скрининг. Скрининг, конечно, лучше проходить, если у тебя все пятерки в дипломе. Если не все пятерки, то тоже можно пройти, но нужно чем-то тогда выделяться. Поскольку если ты просто чувак, который, я ходил в университет, я там что-то учился, там тройки, четверки там получал, ничего особо другого не делал. Конечно, отношение будет тоже такое. Зачем нам нужен этот чувак, он там ничего толком не соображает и нифига не может сделать результат, даже заботать универ не может. Это плохой результат. Но если ты скажешь, да, у меня универ там не сильно был интересен, просто там потому что вот был такой предмет, и вообще мне не нравилось, но зато мне было интересно то, другое, третье, и смотрите, чего я добился, смотрите, я занимался вот в этом клубе, смотрите, какие у нас результаты, смотрите, у меня был клуб инвесторов, и мы там вкладывали деньги, мы даже на этом заработали, смотрите, у меня была какая-то небольшая своя компания, вот что я сделал, а еще я работал вот в той компании, занимался там, я не знаю, продажами, вот смотрите, я был топ-продажником на протяжении там 2 лет, вот это круто. Тогда на ваши оценки всем будет плевать. Но важно продать вашу одежку, по которой вас встречают. Одежка должна быть клевая. Одежка – это не обязательно ваши оценки. Это не обязательно пиджак. Это может быть фрак. Фрак, но вы подумайте, что будет вашим фраком тогда, если у вас нет пиджака. Но приходить голым на интервью, скажем так, голым, точно не стоит. Так. Топ-5 книг, которые нужно прочитать по системе управления базами данных. Не скажу, к сожалению. Я и одной-то, наверное, не назову, а если назову, то только долго подумав. Опять точно не назову, поэтому, к сожалению, я некомпетентен, чтобы ответить. Так, надо 10. Куда идти после ритейла? Куда хочешь. Зависит от того, что тебе интересно и какую функцию ты делал в ритейле. Можно идти в онлайн-ритейл. Например, сейчас круто развивается AliExpress в России. И у них есть свое подразделение, которое очень круто растет, и там работают ребята из Маков тоже, очень круто работают. Поэтому можно туда идти. Можно идти в какое-то функциональное направление другое. Например, вы делали сейлс в ритейле, почему бы сейлс не делать еще где-нибудь? Можно идти попробовать тот же консалтинг после ритейла. В консалтинг после чего угодно можно идти. Опять же, зависит, это очень интересно. И что получается? Очень интересует мнение о переходе из юриспруденции, судебное представительство в Big 4, Бейкер Маккинзи. Маккинзи – это не Бейкер Маккинзи. Это юриспруденция Бейкер Маккинзи, один из топовых работодателей. В бизнесе это называется Маккинзи, просто без Бейкера. Какие позиции можно рассмотреть для юристов, какие компании, какой функционал будет? Позиции везде одинаковые, начиная от аналитика. Функционал будет анализировать какие-то бизнес-проблемы, строить, просчитывать возможные решения, делать презентации на основе этих решений. Потом вы будете постепенно делать это самостоятельно, потом вы будете это менеджить и так далее, и расти дальше. Функционал 1. Юристы туда тоже идут, поскольку туда, в принципе, всех берут. Я говорю, у меня был менеджер, бывший летчик-истребитель. Казалось бы, от бизнеса он сильно дальше, чем юристы. Поэтому юристы тоже справляются. Но юристам, к сожалению, есть сложность, что у юриста все-таки склад ума чаще всего гуманитарный. Для консалтинга и вообще, наверное, для бизнеса, хотя здесь я рискую ошибаться, лучше работать технический склад ума. Поэтому юристам, конечно, чуть потяжелее, чем другим, но при этом, если вы обладаете упорством и умеете сесть и заботать что-то, а юристы чаще всего, особенно в крутых компаниях, умеют это делать, то все дороги перед вами открыты, и опять же дорогу осилит идущий, так вот, осильте. Есть опыт 2 года в разработке мобильных приложений. Релевантен ли такой опыт в консалтинге? Разработка приложений скорее нет, если вы только не будете на подряде разрабатывать там какие-то приложения, но они обычно нанимают сторонние организации. То есть напрямую не релевантен. Релевантен опыт работы в команде, project management и тому подобное, но это опять же не напрямую. На что стоит тогда делать упор в резюме, в каком случае, в какую позицию подаваться, только стажерскую? Стоит делать упор на аналитику, что вы там анализировали, как вы принимали решения, и эти решения по максимуму квантифицировать, как это делают аналитики. Показать, что вы мыслите как аналитик, хотя у вас опыт был не совсем аналитический. Если вы это сделаете, то в резюме запросто закроете очень даже хорошо. За рубежом в контексте DS часто говорят про свои проекты для практики. Здесь же говорится только о Kaggle. Что ты сможешь сказать о проектах в DS в начале пути? Можно, конечно, свое что-то поделать. Пожалуйста, попробуйте написать чат-бот какой-нибудь прикольный. Вот у меня товарищ один написал чат-бот, который придумывает, сам генерирует рэп на основе там какого-то инпута, используя машинное обучение. Вот вам, пожалуйста, DS, Pet Project, который еще прикольно можно показать у себя там на GitHub.
Pet Project тоже отличный способ, отличная альтернатива Kaggle, если вам есть что-то интересное такое поделать, и вы хотите там этим заниматься. Я, кстати, тоже буду, если у меня будет время, я, правда, не знаю, будет или не будет, но, надеюсь, собираюсь там попробовать с питоном поиграться, собрать самоуправляемую машинку. Donkey Car, если знаете. Вот мне вдруг стало интересно. Оказалось, в УДС никто этим не занимается. Всем это кажется супер занудно, но ладно, буду делать сам. Такая машинка китайская, в которой ставятся мозги Raspberry Pi, загружается туда алгоритм, который сам обучается, написан на питоне, не очень сложный, потом ездит сам, куда тебе нужно, а потом, может быть, еще какие-то более сложные вещи делать. Вот, пожалуйста, тоже Pet Project. Интересный, на GitHub можно показать, и отличный, хороший залог чего-то там, залог опыта для дальнейшей работы джуном. Особенно, если вы там пойдете в какие-нибудь самоуправляемые автомобили, ну и вообще машинное обучение сильно поможет, я думаю, мне кажется. Опять все промоталось. Что произошло? Какой кошмар. Так. За рубежом, да, вот. Где можно посмотреть вакансии для начинающих DS? Как где? В ODS. Если вы там еще не состоите, вот я сейчас напишу, сейчас будет реклама. Окей, реклама не то, что совсем реклама, потому что у меня никаких финансовых интересов нет, но просто, может быть, вам помогу. ODS – это сообщество в Data Scientist. Там есть канал Jobs, вот там все смотрите. Достаточно просто загуглить ods.ai, по-моему, они называются. Если спросите, кто пригласил, можете написать мой ник, там, Рогулен. И заходите, там все вакансии будут. Мы, наверное, будем какие-то вакансии постить, но не часто пока что. Пока мы не так все-таки на DS концентрируемся. Хотя, скорее всего, туда тоже распространимся со временем. Так, люди уходят из консалтинга в DS или наоборот? Стоит ли смотреть на консалтинг, если сам middle DS? Можно, потому что потом ты будешь senior, потом ты будешь team lead, и вот с team lead в консалтинг уже прикольно идти. Единственное, что навыки консалтинга и навыки DS, они не совсем коррелируют пока что. Пока что консалтинг, он не такой технический, это больше бизнесовая такая штука. И если ты крутой DS, не значит, что будешь крутым консультантом. Если ты крутой консультант, не значит, что будешь крутым DS. Поэтому не обязательно туда переходить. Это не то, что прям супер отрасли, где друг в друга переходят эффективно и работают. Скорее, это иногда люди так делают, но в целом это не то, что часто. Если тебе интересна больше бизнесовая часть, а техническая меньше, то да, стоит. И, возможно, особенно если ты хочешь потом расти в продакт-менеджере и тому подобное, то, наверное, опыт консалтинга полезен. Если же тебе интересна чисто техническая часть, вплоть до мечтаешь стать, например, там CTO или там еще крутым экспертом CDO какой-нибудь, то консалтинг не нужен. Так, я пропустил один вопрос, по-моему. Возвращаясь к переходу в консалтинг из аудита, как организовать переход в рамках компании? Но знакомишься сначала со всеми людьми, с кем только можно, знакомых, кто работает в консалтинге. Начинаешь пинать своих менеджеров и своих HR, что ты хочешь делать вот эти другие вещи консалтинговые. Тебе хочется это попробовать. Ходишь, всех донимаешь. Постепенно при должном уровне упорства люди сдадутся. Должном уровне твоего упорства. Потому что никто не хочет иметь дело с суперупорным чуваком или девушкой. Поэтому просто вот так долбите и HR и менеджеров, постепенно перейдете. Уходить из компании, подаваться с нуля точно не стоит, работает плохо. Договариваться точно стоит в рамках компании и через тех людей, кого знаете. Стоит найти людей, кто вас поддерживает, кто хоть как-то работал в консалтинговом направлении. Они вам помогут. Стоит, может быть, если у вас есть время, как-то уделить свободное время на работе на консалтинговом проекте или полуконсалтинговом, который поможет вам перескочить потом в консалтинг. Вы скажете: ой, я уже делал консалтинговый проект, и я в нем клево шарю, и вот есть люди, которые меня могут порекомендовать, и вы тогда получите рекомендации, легче будет перейти. Это гораздо легче, чем переходить просто с нуля. У меня нет опыта никакого еще консалтинга, только аудит. Подумает: мы не уверены, что ты заделиверишь, лучше брать не будем. Так, где я брал Кормана? Да заказал в интернете, там много есть сайтов, нашел, который дешевле. Не помню, какой уже был, но там купил. Можно в интернете скачать, если вам удобно читать на экране, пожалуйста. Мне неудобно, я хотел читать на бумаге, мне удобно с ним есть, я вот в метро иногда с ним езжу, читаю Кормана. Там красно-черное дерево читал. Кстати, я не знаю, кто в теме, видимо, слышали, что красно-черное дерево переименуют в C++ в 2022 году из-за того, что черные
это типа афроамериканцы, они обижаются. А красные – это типа Native Americans, и они тоже обижаются. Кто бы мог подумать об этом в 1968 году, когда придумали красно-черные деревья? И теперь нам придется всем называть их радужные деревья. Это, конечно, бред полнейший, но ладно, наверное, в Америке действительно это проблема. Так, сам пользуюсь Pomodoro и Rescue Time. Да, Pomodoro я тоже пользовался, но потом что-то забил немножко. Вместе с Habit Wunderlist. Вот этих не знаю. Вроде бы помогает. Жду выпуска. Окей, спасибо. Pomodoro, да. Помодан. У меня Pomodoro он называется. Я от Pomodoro отказался, потому что мне часто нужно сфокусироваться дольше, чем на 30 минут. И мне не нравится отвлекаться. Особенно, когда я думаю над какой-то задачей, либо бизнесовой, либо там технической. Мне нужно много времени потратить, иногда это несколько часов. Я люблю отвлечься. Бывает даже, если меня не жду важные звонки, отключить телефон, отключить интернет, сидеть и думать, чтобы мне ничего не мешало. Как, не знаю, удав такой, который пищу переваривает. То же самое. Иначе тяжело очень сделать. Поэтому я думаю, что Pomodoro мне здесь не помог. Но окей, вот эти интересные штуки, может быть, даже посмотрю, как они работают. Так, будет ли видео про PST в серии «Стать консультантом»? Да, будет, тем более, что Ренат сдал PST успешно, но пока просто видео не сняли. Вот до видео все никак не доберемся, к сожалению. Но у нас зато будут видео про кейсы, и будет видео еще клевые не только с Юлей, но и с Аней. И благо с Аней мы сняли здесь, и у нас очень хорошие камеры и детальная клевая презентация, которую Аня сделала, и вам очень понравится. Поэтому очень советую, там будет клево. Про PST тоже снимем, да. Про PST снимем, я думаю, до конца года, и выложим. Так, дальше. Где искать репетитор для подготовки? Смотря к чему. Видимо, на repetitors.ru, хотя я сам никогда там не искал. Желательно искать среди тех, кто в чем-то шарит, тому, чему вы хотите научиться. Вот там, где эти люди обитают, им и писать. Не знаю, хотите вы математику заботать, посмотрите, где обитают математики. Пойти на Мехмат МГУ, либо на ФКН вышки и найти там студентов, которые недорого, но при этом неплохо вас покоучат. Прекрасно. Попробуйте так. Я бы так сделал. У меня просто вот есть друзья, там, которые меня могут покоучить там, по разным направлениям, вот по той же математике. Вот препод наш по математике, Дима, меня и коучил. И он коучил очень круто, и мне этого хотелось. Если бы не было Димы, я бы искал, наверное, студента. Так, есть ли какие-то чатики, где с тобой можно общаться, задавать вопросы про шат и про жизнь в принципе? Может быть, Telegram, Slack? Надо завести. Вообще, можно задать вопросы ВКонтакте, в Ютьюбе, в Телеграме чата, к сожалению, нет. В Телеграме есть чат для выпускников, но там он, соответственно, для выпускников. А какой-то общего чатика пока не завели. Ну, может быть, что-нибудь придумаем. Пока что, я думаю, что лучше писать в Ютьюбе. Я там на комменты стараюсь быстро отвечать, особенно если они короткие. И вообще в YouTube я люблю комменты, потому что чем больше комментов, тем больше видео продвигается в показах, соответственно, больше смотрят, соответственно, больше ценят то, что я делаю. Прекрасно. Поэтому и там я с радостью отвечаю. В ВКонтакте тоже отвечаю, но в личных сообщениях медленнее отвечаю, иногда забываю. А в группе чаще. Там можно написать. Так, ты поработал в McKinsey, ощутил на себе поступление в ШАТ и знакомился с инвестиционными банкирами. Да, я сам чуть был не стал им. Смотря на их биографию, на ситуацию в мире. Что бы ты выбрал для бакалавриата? Компьютер-сайенс или эконом? Сложный вопрос. Сейчас я думаю, что выбрал бы компьютер-сайенс, потому что мне кажется, что эконом сильно такой fluffy stuff. Но при этом вот сейчас я думаю, что я все-таки не отказался от своего образования в МГИМО, просто потому что МГИМО мне дало умение какое-то, хотя бы в какой-то степени, читать языком, выступать перед людьми и доносить свои идеи. Если бы я пошел на CES, я вряд ли бы научился этому сделать, потому что я бы просто прогал, потом пауза, потом еще прогал и так далее. Я не смог бы разговаривать. Я не получил практику общения с людьми, а мне это суперинтересно. А в МГИМО этого было очень много. Поэтому я очень рад, что у меня была возможность и в МГИМО поучиться, поездить на дебаты, позаниматься паблик-спикингом, поработать в McKinsey, там тоже очень много паблик-спикингом заниматься. Потом пойти поучиться в ШАТ сейчас. То есть у меня, в принципе, компьютер-сайенс какой-то бэкграунд будет. Конечно, не супер-мега крутой, как там у выпускников компьютер-сайенс, но тоже вполне себе неплохой, по крайней мере, чтобы менеджить проекты. Но и при этом у меня есть бэкграунд в коммуникации, который нет у компьютер-сайенс. То есть, допустим, с точки зрения менеджмента,
Такой бэкграунд будет лучше, чем чистый CS, который хуже может свои идеи продвинуть. По понятным причинам, просто потому что он никогда это не делал. Но, опять же, нужно смотреть, что вам больше интересно. Что вам ближе? Вам ближе все-таки коммуникация с людьми или вам ближе все-таки код? Вот я какой-то момент решил, что код мне прям супер детальный уровень разработчика не писать, терпения не хватает. Но там уровень хотя бы менеджмента стоит, поэтому я в шат пошел, хотя 10 лет назад не пошел на Мехмат МГУ, например, хотя там мог пойти. Поэтому это личный вопрос, нужно, чтобы конкретно вам нужно решить, конечно. Так, ой, опять что-то все... это, кстати, мои сообщения. Вот, так, вот. Что думаешь по поводу высказывания Питера Тиля? Да, кто такой Питер Тиль, я знаю, на всякий случай, один из основателей PayPal и один из первых инвесторов Facebook. Чем активнее мы участвуем в конкурентной борьбе, тем меньше зарабатываем. Да, мне нравится его это выступление, его эта книга Competition for Losers, или как там она называется, не помню. Нет, From Zero to One она называется. Да, советую почитать, мне кажется, что нестандартная интересная мысль, что чем больше мы конкурируем, тем тяжелее нам приходится. Согласен. Стоит делать то, где конкуренция меньше, то, чем люди почему-то не хотят заниматься, но при этом вам интересно. Вот я с огромным удовольствием занимаюсь образованием, тем более там образованием еще и в консалтинге. Мало кто из консультантов будет этим заниматься, потому что скажет, это неинтересно, это не круто, я там на этом не вырос и тому подобное. Прекрасно. Нам от этого только хорошо, потому что тогда мы можем больше вложиться и набивать свои шишки, учиться там, где конкуренции еще очень мало, либо она совсем слабая и некачественная. И сделать это качественно. И тут, набив шишки, идти куда-то дальше, имея предыдущий опыт. Уже не просто там мой бэкграунд консалтинга, но при этом уже бэкграунд флес с точки зрения обучения людей. А потом бэкграунд флес с точки зрения аналитики. Потом какой-то бэкграунд флес с точки зрения подачи материала, instructional design и тому подобное. То есть вот так, выстраивая из какой-то ниши, где вообще никого толком нет, которая там мало кому из конкурентов интересна, можно попытаться что-то вырастить. Я не знаю, насколько это сработает. Мы там в флес занимаемся всего 2 года. Я не знаю, к чему это придет. Я надеюсь, что придет там к некоторым клевым вещам. Может быть и нет. Посмотрим. Но в любом случае, моя гипотеза такая. И во многом она, в принципе, соответствует с тем, что говорил Питер Тиль. Поэтому я разделяю его точку зрения. Наверное, иначе я бы это не делал. Так, курс математики или консалтинг будет полезен для подготовки к РЭШ мастер финансов? Скорее всего, нет. Потому что я не видел программу РЭШ мастер финансов, если честно. Но есть подозрение, что там может быть сложная математика, прям типа высшая математика. Математика для консалтинга – это не высшая математика, это очень много отработки математики достаточно простой. Уровня 6, 7, может быть, 8 класса, но не выше. Даже тригонометрию мы не берем, тем более никакого анализа. Поэтому это нужно вот то, чтобы пройти отбор в консалтинг, либо там написать GMAT, хорошо, GRE. Вот там это полезно. Для отбора в РЭШ мастер финансов скорее нет, но, не знаю, вам виднее, зависит от программы. Если программа – это жесткая математика, типа как в ШАДе, то не поможет. Если программа – это типа как тест PST в McKinsey, то поможет. Как ты управляешь временем? Стараюсь забивать на то, что не важно, и делать то, что важно. То, что я думаю важно. И желательно делать как можно меньше. И если это можно не делать, лучше это не делать. Наверное, так. Больше особо... И, конечно, доверять людям больше и делегировать. То, что я знаю, что там мой напарник по монтажу сделает без меня и сделает классно, я не лезу. Иногда дам фидбэк, но в целом я ему доверяю. Доверяю преподам, которые нас ведут. Они боссы на курсах, а не я. Я стараюсь дать фидбэк иногда и помочь им что-то лучше сделать. Но при этом не лезу в какие-то детали, то есть не говорю им, как жить. Также и Даше, нашему head of marketing. Я не лезу, не говорю, как делать маркетинг. Она знает это хорошо, лучше меня. Иногда я могу дать какой-то совет, посоветовать что-то там, побрейнстормить, решить, как делать. Но не надо лезть, не надо думать, что ты умнее других. Я нифига не умнее других. Нужно дать другим делать ту работу, которую они делают классно. И тогда получается, что и люди делают классную работу, а мне на нее время тратить не приходится. А иначе было бы, что я делаю работу, которую я делаю хуже, чем они, и при этом я еще завален по времени, ничего не успеваю сделать.
как-то не очень результат. Так, дальше. Опыт 2,5 года в аудите, последний год в прайсе. Сделал первый уровень АСА, F-level, осталось 4 бумаги. На какую позицию можно подаваться в Big 3? Цель – дальнейший трансфер в Штаты. Смотри, трансфер в Штаты – это очень сложная тема. И нифига она неочевидным образом работает. И если хочешь перевестись в Америку, тебе придется еще там все подряд себе порвать после того, как ты пройдешь отбор. Перевестись в рамках McKinsey в Америку гораздо тяжелее, чем пройти отбор в McKinsey. И это касается других компаний. А перевестись очень непросто. Я знаю кейсы, я примерно представляю себе, как это делать, но это, ребят, это вообще непросто. Поэтому стоит идти в консалтинг, в тройку или там не в тройку, чтобы работать там, а не для того, чтобы перевестись. Чтобы перевестись, наверное, очень проблематично. Куда стоит идти, на какую позицию? 2,5 года в аудите, скорее всего, это аналитик. Стартовая позиция, может быть, старший аналитик, но еще не ассоциат. Ассоциат – это будет, скорее всего, либо после MBA, либо лет 5 работы в индустрии. Так. Кого еще посоветуешь послушать из неучебного, скорее просветительского в области CE, Software Engineering, DS и тому подобное? К сожалению, не знаю. Тут, к сожалению, я, если честно, сам ничего особо не смотрю, потому что не успеваю. Хотя, наверное, стоило бы, потому что это мне помогло бы научиться, опять же, что-то более интересное, умное рассказывать с разных точек зрения. Но не знаю толком. Потому что... касательно продуктивных всяких фишек, наверное, самая клевая фишка, которая у меня есть, это плагин, который убивает ленту во Фейсбуке. И плагин, который убивает стартовую страницу YouTube. Когда я открываю YouTube, у меня не видно никакие видео. И я не могу зайти, типа, какое классное видео, дай-ка посмотрю, что там интересно, и залип. Вот у меня такое не произойдет, потому что у меня нет этих видео. Также в Фейсбуке, интересно, что там делает моя одноклассница, там, которую я 10 лет не видел? Она куда-то поехала работать, прикольно, наверное, столько зарабатывает. Блин, а почему я не так часто путешествую? Вот у меня такого не будет, к счастью, сейчас, просто потому что я не могу это все увидеть. Я могу ответить на сообщение в Фейсбуке, но при этом я не смогу прочитать, там, кто чем занимается. Когда мне интересно про кого-то прочитать, я, конечно, лично зайду и напишу человеку, посмотрю, чем он там занимался, да, но при этом просто лента вообще трата времени. Также, наверное, и YouTube. Но это, опять же, мое личное мнение. Я думаю, что есть куча клевых каналов, которые я не смотрю, а стоило бы. Но не смотрю. Большая ли конкуренция джуниоров? Смотря где, смотря куда. В Яндекс, наверное, побольше. В другие компании поменьше, наверное, поменьше. Кому-то вообще тяжело набрать. А если вы готовы работать на не сильно высокой зарплате, например, в клевой компании, то очень вам даже легче будет пройти. И тут важно понимать, что на старте, будучи джуном, джун – это типа младший разработчик, еще младший DS. Вам важнее учиться, чем зарабатывать большие деньги. Вы будете зарабатывать большие деньги позже, но учиться у клевых людей вам будет тяжелее, потому что если вы попадете в какую-то компанию, попадете в какую-то рутину, вы по ней будете двигаться дальше, и все, и конец. Нет, не все, не конец, конечно, там всегда можно перепрыгнуть, но перепрыгнуть будет сложнее. Гораздо важнее, будучи джуном, попасть к крутым людям, и крутые люди – это не обязательно крутая именитая компания. Это может быть не очень известная компания, но чувак, который круто менеджер, который круто коучит и менторит, у которого вы хотите учиться. И, может быть, работать там сильно дешево, особенно если вы можете позволить себе работать за дешево, за небольшую зарплату. На самом деле, работа за дешевую зарплату – это не позор, как раньше считалось, это привилегия. Иметь возможность позволить себе невысокую зарплату, немногие имеют такую возможность. Это непросто, но если вы можете, то, пользуйтесь этим. Особенно если вы студент, и у вас есть еще такая возможность, идите работать к клевым людям за даром или почти бесплатно. И учитесь. Если эти клевые люди еще платят деньги, идеально. Если нет, то все-таки важнее идти работать у клевого человека дешево, чем у отстойной компании дорого. Потому что перепрыгнуть обратно не получится. А перепрыгнуть с крутым опытом и крутыми знаниями из компании, где платят мало, в компанию, где платят много, будет несложно. Так, что по-вашему круче, ML, DS или Software Engineering? Как говорится, DS-хайп, SE вечен. Но в целом, мне кажется, опять лично мне, что если вы шарите в SE, Software Engineering, алгоритмы, структуры данных и все прочее, то разобраться в DS
вам будет несложно. Вам придется потратить время, но при этом у вас обычно, скорее всего, есть бэкграунд по математике хороший, вы шарите в линале, шарите там в матане, где это нужно, и можете разобрать библиотеку. Что там в ней написано, понять, что в ней происходит. Тогда как если вы DS, вы, скорее всего, понимаете, как это применять на практике, но можете не знать, что там внутри сидит. И на самом деле вот это то, что мне очень здорово в шаде помогло, например, когда мы разобрали стандартную функцию std-sort и поняли, почему она нифига не работает. Потому что там в некотором распределении чисел она вызывает неэффективную сортировку, которая будет за квадрат времени. За квадрат, Карл, за квадрат! Когда quicksort работает за n log n, если ты пишешь его ручками. И вот мы поэтому сначала ручками написали свой quicksort, а потом сказали, а вот смотрите, std-sort из стандартной библиотеки плюсов. Давайте-ка его хакнем, посмотрим, что сделать, чтобы он работал за квадрат. Мы сделали, действительно посмотрели, да, работает за квадрат. То же самое там со стандартным srand из стандартной библиотеки. Вот если вы библиотеку не рендом берете, а просто rand, и там и пытаетесь на ней сгенерировать пароль, то я вас потом взломаю, потому что нифига он будет не рандомный. Также здесь, вот обладая знаниями SE, обладая вот такими всякими вещами, а, конечно, там SE-чувак обладает гораздо большим знаниями, чем я, вот, который сейчас перечислил, вам легче будет влиться в DS. Но при этом из DS влиться в SE, наверное, тяжелее. Но, опять же, это мнение там тех ребят, с кем я проводил интервью, например, вот того же Валеры Бабушкина или там Паши Плескова, или даже того же Вити Кантора. Не знаю, может быть, мы ошибаемся, и, опять же, это личное мнение. Но, опять же, вопрос был про личное мнение, вот, собственно, его и сказал. Интересное мнение про мой опыт. Так, ой. Вот, да, дальше будет вопрос. Окей, сейчас дойду. Какие планы на Flex в перспективе 5-10 лет? Так, наверное, про это сказал, про аналитику, мотивацию и новые курсы. Спасибо, про DS зарегался. А международные компании в DS где искать? Там тоже постят иногда, но, к сожалению, с международными компаниями проблема. Они русских не любят брать из-за виз и не хотят с этим возиться. Но некоторые хотят, поэтому есть смысл отслеживать, периодически там появляются. Там сидят чуваки из других стран, и те же русские, которые когда-то перевелись, и не русские, там иногда и из других стран ребята постят, поэтому, я думаю, стоит смотреть. Но, опять же, стоит еще в кегле участвовать, когда вы будете грандмастером, вам будут предлагать больше. Ну, грандмастером, окей, не так просто стать, хорошо, давайте скажу честно. Да? Опять же, дорогу осилит идущий, почему не попробовать? Так, в коммерческих банках риск-менеджмент тогда подойдет, используя VBA и Python. Вопрос. Или вопрос не по адресу. Хотел бы уйти именно в банки с этими навыками. Еще посоветуйте, что лучше изучить по алгоритмам. Так, я боюсь, что не по адресу. Я, наверное, не скажу, что именно в риск-менеджменте используют. Моя догадка, что не VBA. Хотя, смотрите, нет, окей, я однажды работал в бэк-офисе в Ситибанке, не то, что прям совсем риск-менеджмент, а скорее фрод-менеджмент. Там мы писали на VBA, но это, конечно, было вообще печально. Сейчас я понимаю, нужно писать посерьезнее. Я думаю, что там скорее Python используют. Если какая-то система очень высоконагруженная и банк серьезный, то они будут плюсы использовать, я думаю. Python не потянет. Но если вы пишете там более какие-то рутинные стандартные вещи, то я думаю, что больше Python. Но, опять же, это мнение человека, который там не работал, и, скорее всего, я очень сильно ошибусь, я здесь говорю на основе здравого смысла просто. Опять же, наверное, это вопрос не ко мне, к сожалению. Так, что изучить по алгоритмам? Зависит от того, что нужно. Я не знаю, что нужно в риск-менеджменте по алгоритмам. Ну, опять же, наверное, стандартные функции, стандартные структуры данных знать стоит. Какие бывают сортировки, как это делать быстро, какие бывают графы, какие бывают деревья, наверное, понимать стоит. Какие бывают, не знаю, обходы у него, самые базовые. Не знаю, обход в ширину, обход в глубину, ну, наверное, стоит знать, мне кажется, всем. Но дальше нужно быть, наверное, более специфичным, я тут не подскажу. Как сотрудники и рекрутеры из офиса McKinsey в Москве относятся к выпускникам зарубежных серьезных вузов, которые никогда не работали, не жили в России? Спасибо. Прекрасно относятся. У меня и такой коллега был, он вырос в Канаде, но при этом он русский, и учился он в Канаде, по-моему, приехал и работал там потом в Маках прекрасно. Сейчас в Яндексе работает. Особенно если топовый вуз, если клевый опыт, хорошо. Приезжайте, вас с руками оторвут. Бывает, что даже тяжелее попасть в иностранный офис русскому, хотя ты там учился за границей, чем попасть в московский офис. В московском офисе очень любят брать русских, русскоговорящих, не обязательно русских. Например, украинцев с радостью тоже большой берут.
Там из-за последних событий политических тяжелее там на какие-нибудь госпроекты не берут. Ну и прекрасно. Госпроекты, ну и не надо. А на других запросто. И поэтому, я не знаю, если у вас украинский паспорт, вы хотите работать в Москве, тоже запросто возьмут. А вы учились до этого там где-нибудь в Европе, крутой опыт, запросто. Тут вопрос, что нужно русскоговорящим быть. То же самое про Казахстан, про казахов. Если вы там учились где-то за границей, например, хотите работать в Москве, запросто вас возьмут. Так, IB в России умирает. Что делать? Не знаю, хоронить. Ну, а что еще с ним можно делать? Пытаться уйти в другие страны работать? Ну да, ну вот как Алекс Наумов, с кем у меня был интервью, как раз мой друг хороший из Морган Стэнли, вот он так и сделал, да, но он сделал еще в 2010 году. Можете тоже сделать, пойти учиться в другой вуз, в другую страну, там работать, и после этого идти там же и остаться в Лондоне, например. В Лондоне он не умирает и долго еще не умрет. Поэтому чисто хотите IB, идите туда. Хотите остаться в России, не идите в IB. Не очень интересно IB, не идите в IB. Так, вот вопрос как раз от Елены. Я работал 3 года программистом 1С, 4 года аналитиком 1С, 3 высших образования, бакалавриат математика, магистратура прикладная математика, магистратура финансовая, Швеция. Окей. Область 1С уже неинтересна, хочу перейти на Data Science. Реально изменить 30 лет профессию и идти в Data Science. Можно какие-то рекомендации по ходу? Да, реально. Буквально сегодня я переписывался с моим товарищем, который как раз 1С аналитик и разработчик. Он сейчас учится в ШАДе со мной, учится очень клево, он реально круче ботает, чем я, он больше шарит. Я у него спрашивал вопрос, там, как сломать рент, я с ним консультировался, и он мне подсказал. Потом еще что-то спрашивал, баллов у него сильно больше, чем у меня, хотя я вроде тоже стараюсь и дурака не валяю. Видно, и при этом он работает до сих пор 1С-разработчиком, он нигде там не ушел в отпуск, не ушел, не бросил работу, но потом он работает. То есть он умудряется и работу совмещать с учебой, при этом переходит туда. То есть ответ мой, после 1С в 30 лет уйти в Data Science, да запросто. Учитывая, что и работать можно совмещать работу с шадом, как-то 1С позволяет это делать, и плюс, в принципе, навыки, которые похожи и помогают друг другу. Поэтому да, однозначно да, можно. Так, извини за глупый вопрос, но я раньше не слышал про консалтинг. Почему ты постоянно говоришь про Python для консалтинга? В чем его схожесть с Data Science? И как становятся консультантами? Ну, смотри, Python не для консалтинга, если честно. Консалтингу не нужны там никакие языки. Консалтинг, окей, стратегический консалтинг McKinsey, Bain, BCG – это компании, которые помогают большим бизнесам решать какие-то проблемы, типа, что делать, если упала выручка, в какие индустрии нам стоит инвестировать, там, стоит ли нам закрыть какие-то подразделения, а вот сейчас нам нужно перевести Третьяковскую галерею в новые здания, как это сделать план, как оптимизировать стоимость строительства атомной электростанции и тому подобное. Там не нужен Python. Там нужно уметь собирать информацию, агрегировать ее, синтезировать и делать из нее выводы для клиента. Возможно, Python там потом понадобится, поскольку консультанты стратегически сейчас начинают заходить в Data Science активно. Ну, просто клиенты задают такие вопросы, и это тоже способ, тоже такой рынок, на котором можно работать, зарабатывать деньги. Но при этом сейчас консультанту Python не нужен. Через несколько лет когда-то, может быть, понадобится. Когда, фиг его знает. Пока Python там занимаются чисто Advanced Analytics, прям специальные Data Scientists, а не консультанты. Так, так, дальше. Как становятся консультантами? Ну, про это стоит почитать на сайте Флес как раз. Мы там про это много пишем. Ой, мы столько и видео про это сняли, и статей. И коротко, я, наверное, сейчас это не отвечу. Самый короткий вопрос – это просто прочитать, что у нас там написано. Я думаю, что это должно хватить как раз. Так, вам пишут рекрутеры с предложениями, от которых вы с трудом отказываетесь? Нет. Вернее, скажу так. Рекрутеры пишут с предложениями, и, наверное, эти предложения интересны, но я отказываюсь от них без труда. Потому что я занимаюсь тем, чем мне интересно. Потому что я хочу заняться Флес, я хочу построить университет. Я ради этого бросил McKinsey, ради этого не стал ехать в Стэнфорд, ради этого я сейчас вот этим всем и занимаюсь. И веду вот эту трансляцию даже. Мне это интересно.
И я верю, что в этом у Flesk большое будущее. И я не хочу его разменять на те предложения, там, с которыми мне приходят рекрутеры. Я не знаю, я пока еще не придумал, там, что бы мне предложили рекрутеры, на что бы я пошел. Я не знаю, что-то за супер огромные деньги, не знаю, да тоже нет, я не хочу продаваться за это. Я хочу делать то, что мне важно. Поэтому, окей, я скажу так. Не обязательно работать, быть бизнесменом, предпринимателем, работать на себя. Нет. Ты можешь круто, интересные, необычные вещи, то, что тебе нравится, делать в рамках другой компании. У меня просто я, наверное, не нашел такого. Может быть, я найду когда-нибудь. Может быть, я скажу, нет, вот там супер крутая команда, и я туда перехожу, и я там буду там наемным сотрудником. Может быть, я не знаю. Я не считаю, что быть наемным сотрудником – это плохо. Это тоже классно, это просто по-другому. Сейчас у меня просто так сложилось. Потом я, возможно, перейду. То есть то, что мне рекрутер приносит какие-то предложения, это неплохо, это клево, мне интересно, я благодарен, что мне пишут. Но пока я не вижу в этом потребности, пока я хочу заниматься вот этим. И я верю, что из этого что-то выйдет. Может быть, я глупый, я ошибаюсь, посмотрим, научусь на своих ошибках, окей. Но пойму это потом. Но сейчас я это не понял, и сейчас я убежден в том, что то, что я делаю, это то, что я должен делать сейчас. Так, ты сказал про уровень прогони для менеджера. В чем его разница с уровнем для специалиста? Я, насколько понимаю, менеджеру не обязательно прям лезть вглубь кода. Нужно более-менее понимать, как все устроено, нужно понимать, сколько времени займет что-то написать, какой размер команды нужен, насколько команда должна хорошо шарить, где могут быть подвохи с точки зрения дебагинга, где могут быть косяки и где могут быть проблемы с точки зрения дальнейшего масштабирования того, что вы сделали. То есть понимание это больше так на уровне архитектуры. Но при этом понимать, вот здесь какую конкретную функцию использовать, или вот здесь там как структурировать алгоритм, написать вот здесь отдельный класс, нужен ли тут деструктор или не нужен и тому подобное, вот это, наверное, менеджеру не так важно. Опять же, это моя догадка сейчас, может быть, я ошибаюсь, посмотрим. Но сейчас я понимаю, что здесь в это не обязательно лезть. То есть вот часто проблема есть перехода от специалиста к менеджеру, что ты не умеешь менеджить. Но при этом бывает такое, что ты не так круто шаришь в технической части, но при этом менеджить можешь людей. И при этом, которые умеют делать работу, если ты правильно делегируешь. У меня есть подозрение, что все равно нужно разбираться, потому что ты делаешь, я не умею. К сожалению, не умею менеджить, если я совсем не понимаю, что происходит. Мне нужно хотя бы немножко понимать. Также и с разработкой. Я понимаю, что нам нужно будет заняться разработкой, и мне нужно будет в это погружаться. И вот, на мой взгляд, то, как я погружаюсь сейчас, это как раз вот такой нормальный уровень, неплохой, чтобы что-то шарить, но не уровень там крутого спеца-разработчика типа Гугла, там, который нам, возможно, понадобится. Но я смогу с ними вести диалог, по крайней мере, и они не будут считать меня полнейшим нубом, профаном или дебилом, они просто будут считать меня, недостаточно компетентным, но при этом понимая, что я менеджер, окей, у меня другие задачи. И как-то мы диалог с ними построим. Так, какие алгоритмы и структуры данных в шаде были самыми сложными? Сейчас самое сложное, наверное, для реализации – это красно-черное дерево. Потому что там столько способов, столько случаев, когда ты пишешь его insert и когда ты пишешь remove, что я в итоге забил, я прочитал Кормана и разбирали на занятии, я задолбался, я в итоге стал писать дерево вместо него, и вроде стало там полегче. Вот сейчас как раз закончу презентацию, пойду дальше писать. Еще, это пока первый семестр, пока не очень сложно будет. Дальше обещают что-то посложнее с работой над строчками. Начнутся суффиксные автоматы, но там, скорее всего, они будут еще что-то похитрее, чем просто суффиксные автоматы. Но я пока не знаю, я пока не смотрел. Видимо, через семестр расскажу вам, если сейчас успею все сдать. Но, кстати, на тройку я вроде все сдал, кроме Линала. Линал я отложил до января. Если его тогда сдам, то еще поучусь. Так... Недавно мы помогали Ренату, делали с ним мотивационные письма, резюме, кейс и так далее. Это был одиночный случай или есть вариант с вами поработать подобным образом? Благодарю. Лично, к сожалению, нет, поскольку просто не успеваю. Но это все на курсах точно так же делается, и там резюме там занимаемся, и
той же математикой, и кейсами, и чем угодно, и PST. Вот я веду курс PST, например. Вот я сам веду. И это все так же делается. Просто это делается в формате курса, но также вот по видео. С Ренатом, соответственно, понятно, что это делали в рамках того, чтобы, во-первых, протестировать какие-то новые вещи, а во-вторых, в рамках маркетинга показать, что там мы можем интересного делать. Но это как маркетинг, который полезен и нам как реклама, полезен и вам, поскольку это самостоятельный полезный материал, который можно посмотреть, и даже не идя к нам на курс, по нему учиться. Ну и прекрасно, и как бы это вин-вин. Вот вам реклама, которая приносит пользу сама по себе. Как бы это гораздо лучше, чем то, что мы по телеку смотрим, где там баунти, райское наслаждение. Но я не получил наслаждения от того, что я увидел рекламу баунти. А от того, что вы посмотрели кейс с Ренатом, пользу вы получили. И точно получите дальше, когда мы еще выложим сейчас кейсы с Аней. Там будет очень клево, поэтому ждите. Так, каким навыком надо обладать, чтобы стать проект-менеджером в DS? Ну, видимо, нужно обладать навыками DS и навыками менеджмента. Вот и Валера об этом, кажется, рассказал. Начать стоит с DS, а потом постепенно набирать лучше, уметь это делать, разбираться, начинать лучше, а потом начинать коучить других людей, начинать их менторить, начинать помогать им разбираться с их проблемами более младшим сотрудникам. А потом вы начинаете этим сотрудникам давать задания. Потом проверяете эти задания, и вот вы уже менеджер. Бинго, профит. Так, есть ли в ШАДе вообще годовые программы обучения? Насколько я знаю, нет. Кстати, про ШАД, вот, мне что-то столько вопросов про ШАД сыпется, что я думаю, мы в ближайшей неделе сделаем, ну, опять же, с соглашения Стаса Федотова, я очень хочу позвать его на стрим, вот на такой же, как сейчас, только буду сидеть не я, буду сидеть я и Стас, это куратор ШАДа, и мы будем задать им вопросы. Вот тогда также пишите, задаете, а я ему прошу: Стас, расскажи, пожалуйста, про новые направления в ШАДе, расскажи, пожалуйста, про годовые программы, почему их нет и тому подобное. Вот пусть он расскажет. Я не шарю, я рассказываю про ШАД просто потому, что мне интересно, я вам делюсь опытом своим с точки зрения обучения, вот как я прохожу это, что мне тяжело, что мне легко и тому подобное, чтобы вы могли там какие-то вещи применить себе, где вы учитесь. И это не столько реклама ШАДа, сколько просто показать вам, как учиться. С ШАДом у нас нет никаких коммерческих отношений. Но я думаю, что такая штука будет полезна, поэтому скоро объявим. Stay tuned, что называется. И будет этому посвящен, я думаю, часок мы с ним поговорим. Я надеюсь, если он разрешит, поскольку я Ленал сейчас не сдаю, буду сдавать только в январе, а он видит как раз Ленал, может быть, он скажет: нет, вот когда сдашь, тогда и снимем. Ну, посмотрим. Я с ним, надеюсь, поговорить на следующей неделе, может быть, он будет время. Так, дальше. Что можете рассказать о языке Джулия? Ничего. Я ни разу на нем не писал, ничего не знаю. Говорят, что он перспективный, все про него говорят, но я про него не говорю, поскольку ничего не знаю. Поэтому лучше ничего не скажу, чем буду сейчас что-то придумывать. Вопрос шутка, но прошу вашего ответа, размышления. В 27 лучше идти в ШАД, НМУ или РЭШ, учитывая возраст? Так, ну тяжело сказать, куда лучше. НМУ это Блин, я забыл. Это вот, по-моему, математическое направление в... Блин, я не могу расшифровать, но, в общем, это какая-то жесткая математика. По-моему, не стоит НМУ, наверное, если вы не хотите быть ресерчером. РЭШ, я не знаю, зачем. Опять же, если, наверное, вот магистр финансов, вы хотите больше в консалтинг удариться, наверное, РЭШ. Если вы хотите в ШАД и вы хотите быть потом разработчиком и DS, и у вас есть 2 года жизни на то, чтобы это потратить на это, то стоит в ШАД. Зависит от ваших целей. Нету пилюли одинаковой, которая везде работает. Вот это сделай, будет счастье. Нет. Может быть, вообще стоит пойти в школу Останкина учиться ораторскому искусству. Кто знает. Может быть, стоит пойти в политику, как пошел один наш выпускник, с которым мы, кстати, снимем интервью, но, наверное, в феврале. Все зависит от вас. Можно куда угодно пойти. Нету таких ограничений, что вот только 3 опции, больше никуда. Так, из веб-аналитики возможно ли переход в DS или фронтенд? Конечно, да. Почему бы нет? Просто нужно потратить время с точки зрения того, чтобы разобраться, что такое DS, что такое фронтенд. Наверное, во фронтенд полегче перейти, чем в DS, хотя не уверен, на самом деле. Фронтенд там тоже можно заморочиться. В общем, короче, да, сам я не переходил, но подозреваю, что это можно сделать. Опять же, добавляйте тот же ODS, вам там все расскажет, там куча есть фронтендеров, DS-ов и веб-аналитиков. Недавно там даже был парень, который электрик.
Серьезно вам говорю, электрик. Я не знаю, может быть, он нас всех потроллил, написал «Всем привет, я электрик», но написал очень честно, там, подробно о себе, поэтому вроде все поверили, мне кажется, правда. А почему бы нет, электрик тоже, я думаю, справится запросто. Поэтому здесь то же самое. Заходите, вам там покажут, расскажут. Правда, холивар будет там везде, но ничего страшного. Если на холивар забьете, кучу полезного узнаете для себя. Что ты можешь сказать про магистерскую программу МИЭФ, вышка, финансовая экономика? Не знаю, вышка, я думаю, ничего, но я бы в целом пошел, наверное, за границу учиться, если есть такая возможность. Если такой возможности нет, идите туда. Особенно, если не хотите погружаться в что-то техническое. А если хотите погружаться в что-то техническое, идите в вышку на ФКН, в магистратуру. Там будет и магистратура клевая, и техническая часть хорошая. Трудно ли получить в GRE по математике около 170 скор? Да нет, относительно все. Кому-то трудно, кому-то нет. Кому трудно, просто нужно больше времени потратить. Если потратите, будет сильно лучше. Поэтому нужно просто смотреть уже на ваш конкретный уровень. Сходу так не скажешь. Если живешь не в России, какие есть варианты учиться в ША очно? Может поступить в КН вышки ради общежитий на магистерскую программу. Заочно не хочу. Так ШАД же есть в Украине, по-моему, есть, в Беларуси есть он еще в других городах России, в Новосибе, по-моему, есть, в Питере что-то есть. В Израиле есть, открывают с этого года направление в ШАДе. О, Израиль. Может быть, там. Либо заочно. На самом деле, я вам скажу, заочка ничем не хуже, чем очка. Разве что вы не ходите в ШАД на занятия, но вот честно вам скажу, лекции не так сильно важны, как общение с преподами в чатах, как общение с однокурсниками в чатах. Вот оно очень клевое, оно важное. Но оно у очников, заочников одинаковое. И как решение задач. Лекцию посмотрите по видео, ну и неважно. И вам не нужно сидеть на эти лекции. Я сам сидел, понял, что, не заходит. Сейчас перестал ходить. А с людьми также общаюсь. Поэтому, на самом деле, если бы я был не в Москве и учился заочно, ну, разницы не было бы. Наверное, диплом не дадут точный, ну и бог с ним. Мне диплом ШАДа не сильно нужен. Мне нужны знания, которые мне там ШАД даст. Поэтому, если вам то же самое, ну, учитесь на заочке и прекрасно, и не парьтесь. Если прям нужен диплом, ну да, тогда, наверное, поступить в вышку, в магистратуру по науке о данных и идти учиться в ШАД запросто, потому что те, кто учится в вышке, они учатся и в магистратуре о данных, и в ШАДе, и в магистратуре о данных одновременно. Магистратура о данных – это и есть ШАД, по сути. Так, согласен ли ты с Грефом, что в будущем все гуманитарии будут безработными? Если да, то что посоветуешь гуманитариям? Ой, Греф вообще такая странная личность. Слышал истории от тех, кто присутствовал тогда на этом всем деле, как он порал матом и бросал в консультантов слайдами. Это было, конечно, очень жестко. Слышал истории про то, как он там сначала вроде пропагандировал, что нужно все делегировать, доверять людям и тому подобное. Потом вдруг господин Касперский на какой-то встрече сказал, что ну нет, вообще на самом деле вот я общался с шейхами, они там в своих инвестициях никому не доверяют, все делают сам. Греф расстроился, потом ходил, давал пинки всем за то, что они там что-то не доделали, зачем он не уследил. В общем, это то, что я думаю про Грефа. В общем, он какой-то непонятный человек, я не знаю. Ну, он, наверное, точно соображает, но как он соображает, мне тяжело понять. Я не думаю, что гуманитарии будут безработными, я не согласен. Я считаю, что гуманитарии могут быть и очень круто востребованными. Опять же, потому что у нас будет отношение человек-человек и отношение человек-машины. Это разные совершенно концепции. Если вы гуманитарий, которого слушают люди и слышат, который может донести свою мысль и который приносит тем самым результат, то вы будете востребованы. Я когда ходил на хакатон, например, не то, что я прям супер крутой гуманитарий и все прочее, но я не писал код, я не умел это делать. Я продавал наши проекты, я выступал с ними. Рисовал презентации, потом говорил, просто вот там зал сидит, вот я перед ним говорю. Наши разработчики все сделали, и там сидят сейчас просто показывают слайды, а я говорю. И это помогло нам. Мы на этом хакатоне мы выиграли. Вот на 2 хакатонах я был, на 2 мы там заработали. Первый мы вообще выиграли, абсолютно первый. Второй мы были там топ-5, но деньги заработали тоже там, вдвоем. Поэтому вот, пожалуйста, гуманитарий вполне себе пригодился, не будучи прогером никак. И тоже касается вообще кучи других всех направлений, просто один пример из моей жизни. Поэтому гуманитарии будут нужны. Это неправда, что они не будут нужны. Но просто нужно уметь держать руку на пульсе и все-таки не совсем быть, наверное, профаном, интересоваться и технической частью тоже. Но если ваш спайк гуманитарный,
Вот и мочите гуманитарный спайк. Если ваш спайк технический, мочите технический. Если ваш спайк на самом деле в совмещении того и другого, делайте то и другое. Это уже, но это, опять же, тоже личная тема, как вот, все, про что я сегодня говорил, личная тема. Так, чем отличается московский ШАД от питерского? Дело в том, что в Питере отделение ШАДа было создано с партнерами. Не знаю, к сожалению, по-моему, там немножко отличается программа, на самом деле, потому что даже заходя в этот AnyTask, где у нас все материалы, что-то было по-разному там расположено. У них свои папки какие-то, я не знаю, что в них написано, фиг знает. Но это вопрос к Стасу, кстати, который я очень надеюсь пригласить, пусть он расскажет. Ибо я здесь некомпетентен, а он здесь босс и шарит, и все знает. Нету Стаса, нету Шада. Это правда, это не шутка. Как правильно начинать веб-программирование? Хороший вопрос. Не знаю, я, к сожалению, не занимался толком веб-программированием. Окей, как я писал какой-то небольшой фронтенд разработку делал я, она в итоге ни к чему не привела, там, потому что я писал ее для платформы, которая в итоге плохо работала, и мы от нее отказались, к сожалению. Я просто взял, открыл какой-то фреймворк, я открыл платформу Meteor, которая делает там, разрабатывает код на основе фреймворка React. И там был туториал. Я прошел туториал, сделал там обычный task manager, а потом на основе этого task manager сделал то, что мне нужно. Вот что-то я понял во фронтенде. Конечно, я нифига не стал фронтендером и веб-разработчиком, и я думаю, что я еще там, мне далеко до того, чтобы быть там крутым профи, но если бы я хотел там дальше развиться, я бы продолжал делать то же самое. Я вот, например, планировал, может быть, взять в каникулы курсы на Курсере там, по веб-разработке, потому что нам нужно фронтенд немножко будет заменить у нас на сайте. Я в этом хотел разобраться. Но, видимо, пока мы не будем это делать, мы пока просто наняли человека, который нам фронтенд поменяет сам. Я не буду в это лезть. Потом, если будет время, займусь, если нет, нет. То есть мой ответ, начать делать просто с каких-то проектов, которые можно спилить, содрать и повторить, потом немножко их модифицировать, потом посмотреть курсы, потом повторить это еще 100-500 раз, и вот вам, пожалуйста, вы влились. Это не быстро, но это работает. Так, после PhD берут ли в консалтинг? Да, берут и с радостью. Но мне кажется, что если вы идете в консалтинг после PhD, то это фейл, мое личное мнение. Потому что после PhD клево, конечно, идти в академию. Я сам хотел когда-то идти на PhD, хотел остаться в академии, но потом понял, что PhD не рабочий формат для меня. Но в целом, наверное, если бы я отучился на PhD, а потом пошел бы в консалтинг, я был бы грустен. Так, прохожу сейчас курсы по DS. Насколько полезно будет просто устроиться на работу в DS после прохождения курса? Не будет ли застой в обучении? Или лучше все же таки заняться Каглом? Я думаю, что полезно пойти учиться. И вот на работе как раз и будет понятно, что важно знать, а что нет. Потом, когда будет что-то не хватать, можно и на Кагле доучить, и на курсах и тому подобное. Но в любом случае DS нужно учить, чтобы на нем деньги зарабатывать и какие-то полезные вещи делать, а не просто ради абстрактных забавных проектов. Наверное. Поэтому Kaggle, если есть возможность работать и зарабатывать деньги, это лучше, чем Kaggle. На Kaggle вы ничего не заработаете. Если есть возможность и работать, и в Kaggle участвовать, прикольно. Если нет возможности работать, то, наверное, можно и в Kaggle пойти. Но, опять же, здесь разные точки зрения. И, наверное, если бы я сказал такое в ОДС, был бы холивар. Поэтому нет однозначного ответа. Кто-то скажет, что давайте лучше сначала прокачаться, максимум там наработать, в Кегле там занять 100-500 мест, а потом идти работать. Но я лично такой точки зрения не разделяю. Так, стоит ли пробовать себя в FMCG в качестве старта карьеры? Да, стоит. FMCG – отличное направление. Если я планирую пробовать консалтинг B3 DS в индустрии, и то, и что вызывает интерес? Что-то какая-то запутана. Big 3 – это McKinsey. Это я, в общем, во всем виноват. Я смешал зачем-то и большую тройку, и теперь еще DS, и в итоге мне кажется, что все запутались. Это достаточно разные направления. Big 3 – это консалтинг, это бизнесовая часть. DS – это ближе к разработке, это техническая часть, анализ данных такой супертехнический. И он с FMCG как-то не сильно клеится. С FMCG клеится тройка. Если вы хотите в тройку работать в FMCG, хорошо. Если вы хотите в DS, то, наверное, начинать нужно не в FMCG, а в чем-то более связанном с DS. Если только вы не начинаете в FMCG в DS. Но это окей, это уже детали. Не знаю, где именно начинать. Так, окей.
Так, еще вопрос. Окей. Видимо, ребята что-то написали, но я не понимаю, может быть, на поиском. Да, кстати, вообще, на самом деле, это хорошая идея. Я думаю, что один из следующих стримов сделаем на английском, ибо меня все время говорят, типа, ну что такое, почему это на английском не сделано, и вообще у вас нет нифига этих транскриптов, и нету нифига видео на английском. И да, каюсь, потому что мы, с одной стороны, вроде у нас и на английском есть какие-то видео, мы все обещали сделать, а никак не сделаем. Ну, вот, в общем, ждите, будет еще на английском. Заодно, кто на русском смотрит, забавно, посмотрите на английском, я не знаю. Можно немножко английский потренировать, слушая чужой английский. Хотя, конечно, мой английский не тот, на котором стоит тренироваться, но зато хоть что-то послушать. А другим ребятам, кому на английском легче, будет, конечно, полезно. Много ли олимпиадников международных как конкуренция? Я не знаю, если честно, про международных олимпиадников. Вроде я слышал, что есть кто-то из ребят, но я не знаю, там, олимпиадники они или нет. Но я честно скажу, по поводу олимпиадников, вот у меня брат международный олимпиадник. Вот если хотите, загуглите Сергея Рагуленко. Он очень крутой чувак. Но вот мне кажется, что ему шат был бы неинтересен, ну просто очень просто. То есть то, что нам будут рассказывать на алгоритмах во втором семестре, над чем они умирали когда-то на сборах, Макс Бабенко им рассказывал 15 лет назад на сборах, когда мой брат учился в 10 классе. Ну да, он так это все знает. Я не знаю, если взять какого-нибудь этого Гена Короткевич, по-моему, ну очень крутой чувак в программировании, но ему, наверное, тоже в шаде делать нечего. Так все это знает, он преподавать мог бы. Мне в шаде куча всего можно узнать, потому что я вообще супер далек от них. Если там человек участвовал в ОЦМе, но при этом ни уровня Межнара, ни там чемпион с золотой медалью не брал ничего, то, наверное, ему шат очень полезен будет. Про международных олимпиадников, опять же, стоит оговориться, я все-таки не международный олимпиадник. Я знаю, что там моему брату, наверное, было мало релевантно. Другим, возможно, много, особенно если вы там олимпиадник по математике, а не по программированию. Но, окей, не знаю, наверное, стоит спросить у олимпиадников. Наверное, стоит найти мне какого-нибудь олимпиадника, выцепить его и спросить, ну, как тебе полезно или нет. Все-таки я-то не олимпиадник. Но мне казалось бы, наверное, я бы, будучи олимпиадником, уже что-то другое делал бы дальше. Так. Полезно рассказываешь, конспектирую. Спасибо. Каких курсов ПДС достаточно, чтобы на 100 рублей в месяц уйти? Смотри, тут начать-то можешь ты запросто со специализацией машин learning от Яндекса, и то ли вышки, то ли МФТИ, вот она клевая, вот ее на самом деле будет достаточно. А потом зависит от того, как ты себя продашь и как ты покажешь себя в компании. И, конечно, ты сразу 100К не будет платить никто. Ты пойдешь сначала на 60К джуном, но потом, если будешь клево работать и реально показывать результат, ты заработаешь свои 100К и даже больше. То есть это постепенно. Если ты наберешься терпения, то тебе сначала хватит даже базовых курсов, вот, которые я назвал, их пройдешь, устроишься хоть куда-то и будешь постепенно расти. И дорастешь до 100К, и дорастешь и выше, дорастешь и до 300. Особенно, если пойдешь в какой-нибудь Сбер, там особо, вроде я слышал, и сильно напрягаться не нужно, и при этом платят хорошо. Хотя, может быть, это слухи, не знаю. Но вроде как говорят, те, кто там работали, не сильно напрягались. Так. А будут потом тайм-коды с обсуждаемыми вопросами? Вот это не обещаю, к сожалению, потому что у нас вопросы такие all over the place. Про все подряд, и это будет тяжело сделать. Хотя подумай, может быть, мы наймем кого-то, кто сделает. Кстати, да, если вдруг будут желающие тайм-коды расставить, то я буду супер благодарен. Там можно связаться со мной в личке, и мы поговорим и что-нибудь придумаем, чтобы вам тоже за это хорошее сделать. Поэтому супер буду благодарен, но, наверное, автоматически пока не собираемся делать. Так. О, кстати, забыл сказать. Вот. Поставьте лайки, пожалуйста. Чем больше будет лайков, тем больше потом посмотрят. Чем больше посмотрят, тем больше людям будет интересно. Чем больше людям будет интересно, тем больше смысла это будет снимать, и тогда можно будет и нанимать людей, которые будут ставить тайм-коды и делать транскрипты. И и всем счастья. Поэтому, в общем, да, поэтому ставьте лайки, и всем за это спасибо.
Да, блин, точно. Я вроде... Вот, наверное, если бы я смотрел чаще ютуберов, я бы понял, что нужно лайки просить, а то мы уже 1,5 часа... даже не 1,5, сколько, уже почти 2 часа разговаривали, я сообразил, что надо попросить, да. И бывает еще такие, знаете, ютуберы, которые сзади ставят такую себе эту кнопочку, типа subscribe или like или share. Вот мне, короче, тоже надо такую купить. Я просто не нашел ее на Алиэкспрессе, но когда-нибудь найду и, наверное, поставлю тоже. Тогда не придется напоминать, тогда сразу будет видно. Вот так, короче, очень забавно. Так, я знаю, кстати, что очень долго уже говорю. Я просто стараюсь на все вопросы ответить. Очень обидно будет, наверное, тому, кто тут просидел столько времени, задал вопрос и не получил ответ. Поэтому я постараюсь всем ответить. Если вдруг кому-то уже скучно, нерелевантно и тому подобное, я думаю, что можно отключаться. Я не обижусь, и мы отключимся, как только на все вопросы будут ответы. Но пока на все вопросы ответов нет, я буду стараться все-таки отвечать. Так, смотри, там магистр в Америке по CS, 2 квартала в кампусе, потом работа, потом оплачиваешь с помощью американского кредита. Стоит ли? Ой, запутался. Короче, ты хочешь пойти в Америку CS и сразу там начать работать. Вопрос, сможешь ли ты там работать. Если сможешь, то круто. И стоит, да. Если ты не сможешь там работать, то ты будешь висеть с огромным кредитом, и это не очень круто. От кредита лучше избавиться. Во всяком случае, кредит меня напугал в свое время, я не пошел в Стэнфорд. Но там и другие причины были, я не буду сейчас опять их повторять, чтобы вам не мусолить мозги скучными всякими вещами. Но, в общем, кредиты лучше избегать. Лучше не брать кредит, чем брать, скажем так. А если ты можешь без кредита и уверен, что ты потом начнешь работать и все отработаешь, да, клево, изи. Но при этом мне кажется, что на самом деле вот американский CS не то, что он прям сильно круче наших. Вот CS, вот что уж что, а CS в России хороший. Например, ШАТ – это очень сильная тема, он котируется много где. Та же Вышка сейчас начала котироваться, Вышка вообще красавцы. ИТМО котируется, тому подобное. Мой брат закончил Мехмат, блин, он жестко котируется, его с руками оторвали в Гугле, и потом его сейчас в долине с руками разрывают на части. Нифига он не учился в Америке, ничего страшного. Поэтому, в принципе, не обязательно ехать в Америку учиться, чтобы построить CS-карьеру. Так, поступил в вышку на 2 диплома, LSE плюс FKN, так, DSC плюс Business Analytics. Куда пытаться подаваться? Блин, это какая-то мешанина. LSE, FKN. Блин, там ты на FKN умрешь, а еще LSE. Нет, и слушай, вот то, что я тебе говорю, на FKN умрешь, если FKN похож на ШАТ, а FKN похож на ШАТ, скорее всего, это не шутка. Я раньше думал, ну вот, когда мне говорят, да ты на этих курсах умрешь, то все дела, это была фигня, я вот не верил, чаще всего это была правда. Пока вот я до ШАДа не дошел, вот на ШАДе ты умрешь прям. Чтобы сделать хорошо, это прям жесть. А вот совместить LSE с FKN, DC плюс Business Analytics, у меня есть подозрение, что ты ни то не сделаешь хорошо, ни другое. Хотя я могу ошибаться. Может быть, ты меня переубедишь, и в какой-то момент мы снимем с тобой интервью, и ты покажешь, какой ты крутой чувак или девушка. Сейчас скажу. Да, по имени, по никнейму не видно, может быть, либо чувак, либо девушка, не буду лезть. Поэтому... Может быть, ошибаюсь. Куда пойти? Ну, куда угодно, как бы, если ты DS, иди в DS-разработку, можешь пойти и в Яндекс, а можешь пойти в Samsung, вот этот AI-центр, который сейчас очень крутой, сейчас, наверное, самая ход-тема в DS, это как раз вот этот Samsung, именно AI Research. Можешь в бизнес, можешь, наверное, и в консалтинг пойти. Но, опять же, я не знаю, что вы там сможете на 2 диплома запихать и то, и другое. Это как бы может получиться, что опять 7 шапок из овцы не выкроешь никак. Но фиг знает, я вот не понимаю, что тут произойдет, поэтому, окей, удиви меня, и в лучшую сторону я буду только счастлив. Я люблю, когда я говорю что-то, ошибаюсь. Поступил, так, я прочитал. Есть смысл идти на зарубежную магистратуру по программе Business Analytics или только кнопки нажимать научат? Я не знаю, что там будет на Business Analytics, но я бы пошел все-таки на что-то жесткое больше. Мне кажется, вот в магистратуру стоит идти не на какой-то прям fluffy stuff, мне кажется, стоит что-то там статистика какая-нибудь, математика. Вот, например, вот я куда шел в магистратуру в Баконе, Economics and Social Sciences, там было много математики, это клево, это сильно мне помогает. Это мне помогло потом по-другому мыслить и для кейсов, для того же кейс-интервью, мне не легче были. Мне легче было от этого проходить и всякие тесты, мне легче было и дальше, мне легче с ШАДом было, потому что у меня был вот этот бэкграунд. Бизнес-аналитика, если бы у меня было, ну окей, но мне кажется, что ты бизнес-аналитику и сама заботаешь. А вот математику самому бывает очень тяжело заботиться.
Очень тяжело. Так, раз идти на 60 рублей в месяц, то кому, чтобы максимально эффективно учиться DS? Блин, хороший вопрос, и тут я не скажу. Тут нужно сделать ресерч, и желательно быть в комьюнити, в теме, пообщаться с людьми, и это не просто компания будет. Если просто компания, вот супер поверхностно, то Яндекс. Если не супер поверхностно, а все-таки более детально, то нужно посмотреть, кто там и что и как делает. И нужно быть знакомым с менеджером. Нужно знать менеджера своего и понять, что вот это тот чувак или та девушка, которая меня научит очень круто. И где я могу потом такого знания, такого опыта набраться, который я нигде больше не наберу. Вот тогда стоит идти. А иначе я, наверное, не посоветую. Так. Так, дальше. Будет запись стрима. Да, все записывается, кстати. Стримы записываются автоматически. И они будут выкладываться тоже автоматически, конечно. Поэтому все будет и никуда не денется. Все можно будет посмотреть. И, кстати, советую смотреть на скорости 2. Поскольку смотреть на скорости 1 – это занудно. Я сам большинство видео смотрю на скорости 2. Если это не песни, которые мы слушаем с дочкой. Их на скорости 1. Хотя, может быть, тоже на скорости 2 скоро начнем. В общем, все смотрите на скорости 2. Физтех, Скалтех, да, крутые места, хорошие. Каков разброс зарплат в Big 3 для людей с опытом в индустрии 5-7 лет? Ну, опыт в индустрии 5-7 лет вы либо старшие аналитики будете, либо первый пост-MBA. Старший аналитик – это где-то 250 тысяч, ну, может быть, 300 максимум. Если ассоциат, то это где-то 450. Без бонуса, еще бонус будет. Бонус – это, наверное, несколько месяцев оклада. Ну, а может и никакой, как повезет. Зависит от года. То есть я бы сказал разброс от 250 до 450. Так, смотри, PPC, занимаюсь, какие у тебя рекомендации? Слушай, я не понял, что такое PPC. Для меня PPC – это People Performance Committee в McKinsey, когда тебя оценивают. Видимо, это что-то еще в разработке, но я в это не скажу, признаюсь, я не шарю, поэтому лучше напиши подробнее. Ты сказал, куда расти, да, ну этот Спандияр, это ты же написал, напиши тогда просто подробнее. Ты сказал, что DS Samsung, расскажи еще про другие фирмы в DS зарубежные, которые видел. Samsung это в России, это в Москве, и они очень клевые, это не зарубежные. Куда еще DS есть? Ну, вроде есть во всех DS и в Гуглах, и в Фейсбуках, но туда тяжело попасть, туда легче попадать через software engineering, насколько я знаю. Другие компании, наверное, пока не назову. Кто еще, не знаю. Да, не назову пока не назову. Так, есть цель работать в хедж-фонде, то более рационально будет налегать на CFA или на Python и R. Куда лучше двигаться по этому направлению и как в нее попасть? Но в нее тяжело попасть, в России их почти нет, тебе нужно попасть в нее как-то за границей. Чтобы за границей в нее попасть, тебе нужно какой-то релевантный опыт иметь. Просто сдавать CFA или учить Python и R – это бесполезно, не возьмут. Тебе нужно попробовать пробиться в консалтинг, потом из консалтинга попробовать пробиться в private equity фонды, потом поехать на MBA, и после MBA тебе легче будет попасть в хедж-фонд. Такие истории я знаю. И несколько. Других историй, как я просто сейчас заботаю CFA, заботаю Python, и потом пойду, меня возьмут в хедж-фонд, нет, не знаю. Может быть, в России, я не знаю, в России, может быть, в какой-то хедж-фонд возьмут, но, кажется, они не особо сильны у нас. А если хочешь в американский, то альтернативу другому такому пути я не знаю, кажется. Яндекс, да, Яндекс клевое место тоже. Слушаю все это и думаю, как же трудно жить. Да, это правда, не спорю. Не трудно жить, зависит от того, как ты хочешь жить. Если ты хочешь жить лучше и как-то к чему-то новому расти, то тогда в этом трудно. Но в этом жизни заключается, и в этом весь интерес. Было бы скучно, если все делалось легко. И если ты находишься в такой ситуации, где у тебя все делается легко, ты не в той ситуации находишься. Иди делай там, где делается трудно. Так супер интересно. Хотя есть люди, кому, наоборот, интересно не сильно париться, и в этом нет ничего плохого. Ну, живите тогда так. Не знаю, лично мне хотелось бы париться, поэтому там я пытаюсь заниматься какими-то странными вещами, которые там непонятно к чему приведут, но я верю, что к чему-то приведут. Но можно без этого всего жить, и прекрасно жить, и получать удовольствие от жизни, опять же. Вообще стоит уметь получать удовольствие от жизни, которую ты ведешь, а не пытаться искать лучшей жизни иногда, поскольку можно долго искать, в итоге все равно не найти. Но это уже философия, окей, я, наверное, туда лезть не буду. Так, стоит ли идти в средний по баллам вуз?
МАИ или лучше будет год усиленно заниматься, пересдать ЕГЭ и поступить в вуз получше? Хороший вопрос. Смотря, что ты хочешь. Если хочешь в консалтинг, наверное, лучше вуз получше. Если ты хочешь начать работать пораньше, идти по нестандартной карьере и, может быть, быстрее расти, то лучше идти в МАИ, куда уже поступил, и там пахать, и одновременно работать. Начать работать раньше и строить карьеру. Кучу карьер можно построить без консалтинга, где тебе не нужны будут ачивки, а ачивки нужны будут только рабочие. Рабочие ачивки ты запросто заработаешь и в МАИ. Есть куча крутых людей, которые закончили не совсем известные вузы, может быть, совсем неизвестные, и все равно построили крутые карьеры. Поэтому зависит от того, что ты хочешь просто. Угу. Что можешь сказать об Иннополисе? Ничего. Я толком ничего там не знаю, к сожалению. Может быть, с ними тоже стоит какой-нибудь стрим сделать. Дает ли профильная магистратура финансово-менеджментной экономики какие-то преимущества при отборе в консалтинг? Ну да, в целом дает, скрининг легче пройти. Но при этом с точки зрения знаний, я думаю, нет. С точки зрения навыков соображать. То есть с точки зрения навыков соображать преимущество дает техническая магистратура. С точки зрения навыков, с точки зрения скрининга, финансы и экономика помогают. Ну, наверное, окей, я не буду врать. Наверное, они помогают с точки зрения какого-то common sense, умения решать какие-то бизнес-задачки, но, может быть, в меньшей степени. Я не знаю. Либо я не умею точно оценить насколько мой бэкграунд в экономике мне был полезен. Есть ли сейчас смысл идти в IB в РФ? Не знаю, мне кажется, нет. Или лучше пойти в Data Analyst, тот же консалтинг? Мне кажется, что лучше в консалтинг. PPC, арбитражник, трафик-менеджер и связанная реклама. Окей, понял. Арбитражник, трафик-менеджер. Так, хорошо, а твой вопрос был тогда... Сейчас я посмотрю. Куда расти? Блин, ну опять же, куда-то интересно. Слушай, ты можешь построить офигенную карьеру и на PPC. Арбитражники вообще суперклевые ребята, которые работают фрилансом, зарабатывают хорошие деньги и при этом имеют возможность еще на что-то потратить время. Куда хочешь, туда и расти. Ты можешь фрилансом зарабатывать деньги и одновременно идти еще куда-то учиться. Интересно тебе программирование, иди его учи. Интересно тебе бизнес, иди его учи. Интересно тебе маркетинг, иди его учи. Интересно, я знаю, какая-нибудь отдельная индустрия, там фарма, иди в ней разбирайся, у тебя будет куча времени и сил на это потратить, а потом ты можешь туда пойти. Проблема только, что, скорее всего, ты потеряешь в деньгах, и ты не захочешь туда идти. Я согласен. Но в целом, я думаю, что там будет прикольно. Прикольно, в смысле, арбитражнику много возможностей. Выбери, что тебе нужно. Рассматриваем магистратуру в Германии, ПДС, либо информатики с поверхностным рассмотрением ДС в рамках программы и собственного углубления в ДС. Можно параллельно работать джуниором. Что думаешь? Мне кажется, нормальная идея. Смотри, насколько в Германии ты сможешь учиться и работать, еще и углубленно ДС изучать, то есть опять куча всего у тебя будет, я бы советовал фокусироваться. Но если ты знаешь, что магистратура в Германии у тебя будет скорее для корочки, и там все будет сильно поверхностно, а ты будешь углубленно ДС изучать на работе, то это клевое совмещение, да, мне кажется, стоит сделать. Если у тебя магистратура в Германии куча времени займет, ДС глубоко придется самому изучать и работа не связанная с ДС, то это recipe for a failure. Без разницы, смотря сколько ехать от дома. Так, ой, пропустил, что это значит Андрей писал. Так, пропустил, к сожалению, вопрос, Андрей, не понял, без разницы. Либо, может быть, ты кому-то писал из других ребят. Так, я иду на программирование. Так, а это Кулхакер. А Кулхакер спрашивал, стоит ли идти средний по программированию, или будет лучше усиленно заниматься, пересдавать ЕГЭ и поступать в вуз получше. Ты идешь на программирование. Слушай, по-моему, в программировании сейчас больше, чем в других индустриях, забивают на диплом. Опять же, может быть, ты слышал, недавно Facebook, Google отменил вообще требования по диплому при отборе. Посмотри на того же Валеру Бабушкина. У него диплом вообще какой-то не сильно известный, по-моему, и вообще не профильный. И при этом он крутой DS. То же самое может быть и разработчиком. Ты можешь крутым разработчиком быть, имея не супер крутой диплом. Там мой брат крутой разработчик, окей, у него диплом мехмата, но разработке он научился не на мехмате. Разработке он научился сначала на АЦМ, который день и ночь решал, а потом работая в Гугле. И поэтому диплом, окей, ему нужен как корочка, он туда приходил, типа, сдать иногда экзамены,
получить там свои 5 или 4, когда препод его не понимал, говорить: окей, я не буду его переубеждать, мне жаль на него тратить время, потому что действительно он соображал, а препод мог не догонять. Это было забавно. И шел дальше. То есть, на самом деле, для программиста важнее, как программист тратит свое время, самообучаясь дополнительно, а не то, какую корочку он получает. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, кулхейкер, я бы сказал, не пересдавай ЕГЭ, а иди дальше МАИ и инвестируй время самостоятельно в тот же АЦМ. Имел в виду более долгосрочные планы. Ведь в Honda хотят от структуры аналитик плюс MD к структуре схожей с 2 Sigma или Medallion. Не знаю, вот здесь я ничего не могу сказать. Некомпетентен. Какие вот у них структуры, тоже сейчас не знаю. Но структуры у них, конечно, очень такие плоские. Есть ли в Яндексе люди, закончившиеся ИКСИ ФСБ? Видимо, есть. Но поскольку они закончили ИКСИ ФСБ, мы об этом не знаем. А тот, кто знает, не скажет. Короче, я не знаю. Насколько сложно попасть на работу в DS в Яндекс? Сложно, потому что в Яндекс все-таки такой хороший отбор, но вроде возможно. Особенно если хорошо DS изучал до этого и опыт хороший есть, то берут, конечно. Так, а в СПБ? Различия между Москвой и СПБ не знаю. Хватит ли пройденных курсов по машинному обучению, глубокому обучению? Мне кажется, нет. Я думаю, что нужен какой-то опыт. Все-таки там, поскольку конкуренция больше, они могут выбирать. Они выберут, наверное, того, у кого опыт есть. Поэтому просто онлайн-курсы, наверное, маловато. Стоит пройти курсы, пойти еще куда-то поработать, набить шишки и потом идти туда, наверное. Так. Что-то на богатого не похож. Это, наверное, я. Да, не похож, я не спорю. А я где-то говорил, что я богатый? Нет, по-моему, ни разу. Я говорил, что я занимаюсь тем, что мне интересно. Не обязательно быть богатым. Так, что там еще спрашивают? После тройки... Ой, все пролетело дальше. Так, после тройки в России насколько легко будет найти работу за рубежом? Ну, достаточно легко. Особенно, если международный опыт есть. То есть меня звали рекрутеры там, в тот же Лондон, например. Но благодаря тому, что у меня был опыт работы в Лондоне. Сейчас же меньше зовут, потому что я в Лондоне уже давно ничего не делал. Но в целом, наверное, если бы я сильно хотел, то пошел бы. Поэтому лучше, гораздо легче. То есть все равно не просто за рубежом, потому что вам нужно разрешение на работу получать, все дела, но это легче, чем совсем с нуля. С нуля за рубежом попасть очень тяжело. Вас должны сильно хотеть по какой-то причине. Вот тройка – это одна из причин, по которой вас начинают хотеть как-то. Да, не забывайте ставить лайки. Точно, Илчин, спасибо. Не забывайте ставить лайки. Точно, я сейчас уже вспомнил. Кто не поставил, поставьте, пожалуйста. Хотя, наверное, уже вроде все поставили. Я вижу, тут лайков дофига. Кажется, все, кто хотел, уже отставился. Так, привет, мне 25. Нет вышки, нет связи. Есть ли шанс у меня построить карьеру в Mobile Development, если обучаться дома по курсам и статьям? Да, есть, я думаю. Начинаешь с фриланса, а потом ты можешь начинать вообще свою компанию строить постепенно. Это не быстро, это не просто, но связи нарабатываются. Связи, знаете, как нарабатываются? Связи нарабатываются качественной работой и умением держать свое слово. Вот есть такое качество человека, по-английски называется integrity. По-английски, наверное, оно называется что-то типа держать свое слово и быть надежным. Вот это качество нарабатывает вам связи. Если у вас их нет уже благодаря родителям, кому-то там еще и тому подобное, связи нарабатываются не быстро, но они нарабатываются. Я вам точно скажу, я чувствую, как у меня постепенно они нарабатываются с кем-то. Где-то быстрее, где-то медленно, но они получаются. Также и с любым бизнесом, с мобильной разработкой. Вот ты начнешь без всего, без знаний, без всего заниматься мобильной разработкой. У тебя не будет клиента. Потом кто-то придет к тебе, рискнет. Он увидит, что ты классно работаешь, он придет к тебе еще. Потом он порекомендует тебя еще кому-то. Потом еще кому-то. А ты будешь также продолжать работать, держать свое слово и делать свою работу классно. И постепенно за несколько лет, это будет не быстро, там пройдет, я не знаю, лет 5, но ты выстроишь свою работу и начинаешь фриланс, а потом у тебя уже будут наемные еще кто-то, команда, которая тебе будет помогать, и ты постепенно будешь выстраивать бизнес. Это возможно, но это не быстро.
Готовься к этому. Но я думаю, что запросто. Запросто. Поэтому я не вижу, что в чем проблема. Так, спасибо за ответы, пока. Да, счастливо. Да, кому надоело, отключайтесь. Я же буду отвечать, пока я всем не отвечу. Так, может, слышал, насколько в наше время ценят и любят ребята из России, в частности, мехматы, топовых вузов в европейских компаниях, если упор делать на Data Science, финансовую математику. Любят. Тем более, что там очень много ребят работают, наших выпускников с мехмата и тому подобное. Любят еще как. Поэтому желательно, чтобы в этой компании были связи с выпускниками, кто-то из выпускников работал, но если там такие есть, любят прямо на раз. Так, Денис, iOS Development, это ты про Mobile Development. Ну да, я думаю, запросто. Я не вижу проблем здесь. Кроме как то, что это долго и муторно, но реализуемо. Запросто, иди и делай. Хорошая ли комбинация для будущего магистратуры РЭШ после заочно ШАС закончить? Иди. Хорошая, но не уверен, что тебе она прям сильно нужна. Понимаете, не обязательно вот эти ачивки собирать, там, шат, не шат, надо подумать, нужно ли это тебе. Если это нужно, то да. Но ты понимаешь, что шат – это огромные затраты сил и времени. И если тебе это нужно просто как ачивка, это тебе не нужно. Если тебе это нужно для того реально, чтобы делать какую-то конкретную задачу, чтобы что-то делать реальное, то стоит. Но вообще вот эта комбинация, там, вот, которая даже у меня есть, вот, которую я делал, там, экономика, заграничная магистратура, а теперь еще ШАТ, она скорее, пока, наверное, не очень стандартная, непонятно, зачем она нужна. Вроде вот у меня есть цель, которая мне нужна, но она достаточно специфическая. Если такой специфической цели нет, то, наверное, я бы это все не делал. И, может быть, моя цель неправильная, может быть, она и не работает, и я ошибаюсь. Вот я узнаю. Поэтому я не уверен, что так обязательно прям стоит делать. Подумайте хорошенько о своих целях, и если туда вписываются и ШАТ, и РЭШ, что вообще нестандартно, то да. Если не вписываются, то не стоит. Нужно думать про свою конкретную ситуацию, а не просто смотреть, что кто-то там еще что-то такое делает, и мне тогда стоит то же самое делать. Так. Ну вот, смотри, собираюсь брать топ-заказы по рекламе, чтобы зарабатывать деньги на прогу в Штатах. Но BI и интеграторам или дата-аналитикам легче попасть своими скиллами. Сейчас, слушай, пока, наверное, тоже не очень понял вопрос. На рекламе ты сможешь заработать, насколько я понимаю, заказы по рекламе смогут тебе прокормить в какой-то степени магистратуру в Америке, если она не слишком дорогая. Я не знаю, что там за магистратура, я не знаю, сколько ты зарабатываешь. Посчитай. Би-интегратором или дата-аналитиком легче попасть своими скиллами. Ну, не знаю, может быть, но если тебе интересна прога, и ты можешь зарабатывать рекламой, бери и зарабатывай, и иди учи прогу. По-моему, так. Полезный стрим, спасибо. Спасибо, Никит. Потому что для окончания вышки нужна практика. Думаю, BI или дата-аналитика. Слушай, практику можно чем угодно закрыть. Я не знаю, у нас проходили практику в МИДе, где чуть ли не бумажки таскали просто. Не знаю, я уверен, что ты запросто тоже что-то такое можешь найти. И сильно легче закрыть практику свою, при этом заниматься тем, что интересно. Поговори с людьми, когда делают, и я убежден, найдешь способ, как практику закрыть. Так. Что можешь сказать о BCG Gamma? Не знаешь, как туда проходит отбор? Насколько это близко к классическому консалтингу? По-моему, к классическому консалтингу это не близко, потому что они все-таки data science занимаются. Как отбор проходит, не знаю. Кстати, в ODS они периодически постят вакансии, поэтому стоит туда смотреть. И даже там есть кто-то из их рекрутеров или даже тимлидов. Вот можно посмотреть там. Отбор, я думаю, как обычно у DS, также там поспрашивают по каким-то задачкам, по теории, что-то там какое-нибудь построить, тестовые задания и тому подобное. На консалтинг это, наверное, похоже в меньшей степени, но хотя это консалтинг, но не стратегический. То есть вы будете делать проекты для клиентов, а не какой-то продукт, но при этом это не будет прям стратегией. И у меня есть еще подозрение, что из BCG Gamma вы не вырастете прям в BCG топ-партнера. Все-таки в BCG основная боевая единица – это консультант. И если вы хотите построить карьеру в BCG, вам нужно быть консультантом, а не в BCG Gamma аналитиком. Так, пошел делать. Отлично, правильно делаешь, молодец. Какие перспективы после обучения в ШАДе? Это вопрос к Стасу. Я его спрошу. И, кстати, об этом обязательно тоже спросите. Но насколько я понимаю, что DS пойти запросто работать, и как и CS тоже, и в тот же Яндекс, и уехать за границу можете.
Вот Карим Исхаков, у которого я брал интервью летом, он сейчас вообще пошел в Samsung работать. Что там очень круто, и как бы пойти после магии, он еще магу закончил, после ШАДа туда работать, это прям офигенно. Как ребятам из GR, PR, HR функций, но с аналитической головой говорить о своих достижениях на интервью? Часто такие победы трудно описать, как сэкономил X миллионов клиенту. Вот, надо подумать. Это не очевидно, но придумать можно способы. Я думаю, что стоит посидеть, подумать и придумайте. Нужны конкретные способы посмотреть, но обычно, окей, PR вы там выполнили столько-то проектов. Благодаря тому, что вы договорились там по какому-то новому проекту или решили какой-то вопрос в government relations, вы сэкономили столько денег или убрали такой-то риск, который стоил бы компании столько-то миллионов долларов, например. Или HR, вот мы набрали там столько людей, средняя удовлетворенность людей там такая. Ну, в общем, в любом случае вы как-то меряете перформанс. Вот эти KPI и покажите свои. И это как раз то, что хотят увидеть. Вот эти числа. Так, как ты снимаешь стресс? Что дает силы? Семья. И люблю ходить. Если меня что-то сильно беспокоит, меня что-то злит, меня что-то огорчает, мне обычно нужно сделать паузу и уйти. Если я с кем-то поругался, например, или хочу поругаться, мне нужно прекратить разговор, общение или там то, что я прямо сейчас делаю, и отойти. Потом легче становится, и проходит и стресс, и злоба, и все прочее, и уходят эмоции, начинает работать интеллект, и там уже я гораздо эффективнее все начинаю делать. Паузу полезно взять. Ну, то есть, кратко говоря, семья и пауза, перерыв. Так, Беринг Восток – это PE-фонд? Да, это PE-фонд, вроде даже неплохой, но я, правда, никогда с ними близко не общался. Кто из МГИМО получает реальную работу дипломатом? Родственники? Ну, не, у меня есть несколько друзей, кто работает дипломатом, не имея родственников. А есть те, кто имеет родственников, работать дипломатом, по-всякому. Ну и плюс работа дипломатом после МГИМО, ну, вообще просто работа дипломатом, такая очень специфическая карьера, ее, конечно, надо любить. Я бы не уверен, я не думаю, что я бы ее потянул, и рад, что я ее не потянул, не пошел туда. Вообще не стоит. Мне лично. Привет, учусь на первом курсе технического факультета вышки. Какие навыки нужно развить, чтобы попасть на стажировку в инвестфонд или инвестбутик на втором и третьем курсе? Технические навыки моделирования и навыки оценки инвестиций. Ну и опять же, зависит от того, какой фонд. За границу ты не попадешь, скорее всего. Это bad news, но это правда. В тот же Беринг Восток, наверное, попадешь, но туда не очень большой набор, просто потому что компания очень большая. И там нужно выделиться за счет вот технических своих скиллов, причем технических именно не программирования, программирование там не так валидно, а инвестиционного анализа. Моделировать в Excel понятно, но это не так важно, необходимо, но недостаточно. Нужно уметь моделировать именно с точки зрения финансов, понимать LBO, понимать оценку компаний, различные способы, понимать примерно там бизнес-составляющую тоже, там, почему одна компания дороже стоит, другая дешевле, откуда возьмется этот мультипликатор, не просто потому что компании похожи, а в чем их различия принципиально бизнесовые. Так. Слышал про UX Analytics. Что-то слышал, но это ограничилось просто что-то, поэтому я сейчас не скажу. Имел в виду свои скиллы по аналитике. Окей, ты говорил, это Спандияр продолжает вопрос, про скиллы про аналитику, что легче было бы зайти в BI. Не знаю, может быть, тут я не уверен. Может быть, но я бы, наверное, все-таки продолжал вот эту тему с рекламой. Хотя тебе видней все-таки. Но это мое мнение. Я бы продолжал учить CS и оплачивать это за счет рекламы. Так, вопрос на английском. Does the brand name of the company you work at matter when applying to MBA programs? Example, Amazon versus small manufacturing company where I may learn more though. Well, okay, in this case, I'm going to answer in English, and I'm sorry that we are running this discussion in Russian. I know I promised to deliver some speeches in English, and that's going to happen next time, I think.
but because the majority of the audience is in Russian speakers, I speak Russian most of the time. So I think it depends on the company. It depends on the MBA program. It depends on what you are doing. Well, of course, a better brand, a more well-known brand is better in general. But if what you are doing is not that interesting and not that important compared to, say, what you are doing in a small company, then you should aim at the small company. Here's an example that I saw personally of myself working at McKinsey and doing some quite interesting things, I think. And well, I got into the business school that I wanted to get into. And then a friend of mine who worked in a smaller company, but was the general manager in Belarus for this company. The company was smaller, was not well known, but still he managed to get into the school that he preferred, Stanford. And that's because what he did was amazing. That's because he was the general manager of a 30-plus team at the age of 25, 26. That's amazing. And that's what lets you get into a business school. So I think it's more important to do great things than to work at a great company. But of course, it's way better to work at a great company and do great things. If you can do both, awesome, then do that. If you cannot, then do at least great things that you like and that inspire you and that you want to continue doing later on. And then of course, prepare for MBA. Do your homework, write your essays, prepare for GMAT, get good recommenders, get good, application or whatnot. Just prepare. And I guess, and do your research for the school, and that would increase your chances of getting into your top school dramatically. I hope that answered your question. Окей, возвращаемся к вопросам. Спасибо за стрим, выздоравливай. Я вроде не болел, но если так звучит, наверное, мне нужно просто пройти тренировки по паблик спикинг и поставить голос. Наверное, голос у меня не очень звучит. Так, хорошо. HBS, Chicago, MIT. Thanks for English, I understand. Okay, so yeah, I think for all the schools that you mentioned, it's better to do amazing things. Especially, well, HBS is careful with brands. So, of course, they are picky. They like consultants, they like investment bankers, they like private equity guys. But at the same time, they like leaders. They want people who will change the world, and who will change the world under the name of HBS. So, under the name of HBS alum. So, if they see that you are an ambitious person, and you work hard and you achieve great results, then they will let you in. Same thing with Chicago and MIT, I think. And if you can show that in a smaller company, then do that. If not, go into a bigger company and try to show it's still there. But if you work in a big company but do useless things, then well, probably you won't get into HBS because the competition is tough. Какие минусы советской модели образования сегодня? Хороший вопрос, но достаточно сложный. Я думаю, что главный минус – это то, что результативность плохо отслеживаем. И думаем, что вот старые методы обучения не работают, а действительно работают или нет, всем пофиг. Преподам пофиг, они не парятся, фидбэк не собирают. И как бы вот, окей, а меня так учил там профессор такой-то, такой-то, который учился у Колмогорова, тогда-то я также буду учить. Работает это или не работает, фиг знает. То есть профессор может быть супер шарящий, но при этом толку от его помощи вообще никакого не будет. Поэтому вот эта вот ненастроенность меняться, ненастроенность получать фидбэк и дорабатываться на основе фидбэка, вот это, наверное, главный минус. Нету внимания, наверное, еще какой-то больше эмоциональной, софт-скилловой составляющей. Часто она хуже преподается, экономика в России гораздо хуже, чем в других странах. Хотя при этом техническая часть, вот что касается математики и программирования, в России очень крутые. Серьезно. И если хотите им учиться, то, может быть, есть смысл учиться в России, а не за рубежом. Если хотите учиться чему-то другому, то, возможно, за рубежом лучше этому учиться.
там, я не знаю, особенно если вы какой-то хотите дизайн учиться, изучать, или, я не знаю, ту же экономику или юриспруденцию, особенно если работать за границей, то, наверное, лучше уже где-то еще. Так, мне 22 года, я учусь в Бауманке на безопасника, но на 5 курсе я понял, что это не мое. Увидел несколько data science кейсов, понял, что хочу этим заниматься. Прекрасно. Но я сильно волнуюсь по поводу смены деятельности. Чего ты волнуешься? Слушай, ты на 5 курсе, или вот недавно только что закончил, ты супер молодой еще парень, у тебя вся жизнь впереди, меняй, ты можешь что угодно менять. Ты можешь менять и после, ты можешь менять и после 30, когда тебе вообще это там не понравится то, что ты делаешь сейчас. Но сейчас тебе менять супер легко, поверь мне. Если у тебя еще нет семьи, у тебя нет ипотеки, у тебя нет еще там всяких других обязательств, меняй. Меняй, что хочешь, делай сумасшедшие вещи, делай там глупые вещи. Вот, наверное, то, что советовал директор курса, директор программы моей в Баконе на первом самом занятии много лет назад, он говорит, вот вы пока вы учитесь в магистратуре и только закончили, делайте вещи, которые вы хотели бы попробовать, но считаете, что, возможно, с ними не получится карьера. Потому что вы можете экспериментировать, и у вас всегда будет время еще исправить. После 30 это будет делать сложнее, тоже реально, но сложнее. Поэтому лучше не откладывайте сейчас, если получается менять и хочешь менять, меняй. Проблем с этим нету. Окей. Спандиар, вижу, ты написал вопрос по-английски. Раз я по-русски до этого отвечал, наверное, отвечу по-русски. Doing internships and paying a loan, meantime still in campus. That's what I'm asking, kind of questions. Да. Да, я, кажется, это понял. И я думаю, что здесь... Опять же, зависит от того, насколько у тебя большой лоун будет и насколько ты много будешь зарабатывать на internships. Я не знаю точно, сколько будешь зарабатывать, но, наверное, возможно. Хотя я бы попытался хорошенько оценить свои затраты, сколько денег мне нужно, и сильно поэкономить. И если я смогу сильно поэкономить и потом пойти на internships, то, в принципе, рабочий вариант. Так, вот дальше пишет Бакс Банни. Проблема в том, что в моем обучении всегда был упор на практику, математике, я успешно забыл. Слушай, камон, вот перед тобой сидит чувак, который вообще МГИМО закончил и вспоминал математику в этом мае, когда начал ботать к ШАДу. Ничего, вспомнил. Ну, не так, что супер глубоко, я, конечно, там, наверное, главный лузер в ШАДе по математике, но, тем не менее, кое-как с ШАДом я справляюсь и вроде даже не вылечу, надеюсь, если Ленал сейчас не завалю. Привет, Стас. Поэтому, кажется, ты после Бауманки заботаешь ее, и ничего страшного. How my English skills? Quite good, I think. Good enough to be understood. Скажи, пожалуйста, какие перспективы могут ждать меня в России после бакалавриата Corporate Finance, более 2 лет опыта работы в инвестиционном банке, Financial Reporting, Magistrature Data Science в Европе? Так, смотри, перспектива, я думаю, что в те же банки, слушай, кажется, что если ты работала в Corporate Finance, в инвестиционном банке работала и сейчас обладаешь Data Science опытом, так иди в Сбер и работай там, зарабатывай свои 300-400 тысяч, работает до 5-6 вечера. Вот прекрасно. Я думаю, что банки тебя с руками должны оторвать. А банки сейчас растут, и там DS очень сильно растет. И это не только Сбер. Поэтому кажется, что перспективы неплохие. Стрим можно скачать потом? Кажется, нет, но если вы заморочитесь, скачать программу, которая скачивает видео, вы сможете скачать, но стрим идет 2,5 часа, и это будет супер долго. То есть вы будете качать несколько гигабайт. Я бы смотрел проще в записи. И вообще, там, мне сильно выгоднее, чтобы вы смотрели в записи, поскольку это будет увеличить количество просмотров, а количество просмотров потом заставляет больше людей смотреть, и это как бы показывает, что людям интересно, и всем... все больше смотрят. То же самое, как лайки. Кстати, ставьте лайки. Так вот, скачать можно, но, в общем, сами заморочитесь тогда, как скачивать. А проще смотреть на скорости 2 и на YouTube, и все тогда будет прекрасно работать. Так, куда уходят все международники? Математика, программирование, или они все в себе? Работать куда уходят? Да в Google они уходят работать. В Яндекс. Вот, окей, пример, мой брат, куда работал, он в Гугле работал. Сейчас в стартапе работает в Долине. Его Google забрал с руками, и, окей, на это уже рассказал. Куда Гена Короткевич пошел, интересно? Фиг знает. По-моему, он до сих пор решает контесты. Я помню, что он начал решать еще, когда я решал, в 5-м году.
Ну окей, вернее, окей, я уже заканчивал, почти бросил уже, и он тогда начал решать, он круто решал, и вот прошло 15 лет, он все еще решает. Ну вот есть такая тема, на самом деле, у крутых олимпиадников, что они, некоторые остаются в себе, да. Окей, но про гены я не знаю, может быть, это неправда, я сейчас только навру. Но кто не остается в себе, идут работать в Фейсбуке, в Гуглы, едут в Америку и там строят себе карьеру. Все-таки там, наверное, компьютер-сайенс карьера покруче, чем в России, надо признать. Хотя жаль. Я помню, что у меня друг, который в Гугле работает, который уехал в Google, когда Google офис закрыли инженеров здесь, в России, не хотел уезжать. Ему здесь нравилось, он купил здесь квартиру, все круто, но как бы пришлось уехать. И еще стримы будут? Да, будут. Во-первых, я уже анонсировал стрим со Стасом, хотя еще с ним не договорился даже по поводу Шада. А во-вторых, будет еще стрим на английском, ибо я уже давно обещал, и слово надо держать. Насколько легко уйти из фарм-финансов в инвесткомпании России или Big 3? Как правильно это подать, если есть в том числе опыт работы в Европе? Опыт работы в Европе – это круто. Подать – это просто хочешь развивать дальше, более разработать стратегическое мышление, чтобы расти дальше, вплоть до SEO. В инвестиционной компании, не знаю, наверное, потяжелее пойти, если только они не специализируются на фарме. Если специализируются на фарме, то прекрасно. А в консалтинг вообще проще пройти. Опыт, кажется, у тебя релевантный, прикольный, международный опыт есть, скрининг ты пройдешь, а дальше, как я уже говорил, все в твоих руках. Бери боты и готовься. Тогда пройдешь. Так, аноним пишет, Бакс Банни, возьми специализацию МФТИ на Курсере и поймешь, надо ли тебе. Многим в России этого достаточно, чтобы принять себя на работу по специализации. Аноним хороший комментарий. Да, специализация МФТИ на Курсере. Согласен, мне нравится комментарий, поддерживаю. Так, взял и понимаю, что мое. Отлично. Тогда продолжай, Бакс Банни, и мочи эту тему. И устраивайся на работу уже. И аноним правильно написал, что этого часто хватает. Так, какие шансы поступить в MBA в топ-вузы США после бакалавриата МГУ, экономии после 2 лет в McKinsey? Хватит ли 2 лет для опыта? 2 года работы в McKinsey маловато. То есть на тебе нечего особо еще рассказать, наверное. Вот мне легче было, я шел после 2 лет, но у меня еще магистратура была, где у меня сильный международный опыт был. О чем я мог рассказать, о чем я и рассказывал, когда поступал. И я рассказывал про образование сильно, про это. Если нету такого опыта магистратуры, то, наверное, 2 года маловато, хотя можно попробовать. Но вообще туда, вот ты 2 года в McKinsey, вот все, с кем ты сейчас работаешь, будут идти в топ-вузы США в McKinsey. Конкуренция будет жесткой, тебе нужно подумать, о чем ты отличаешься. Посмотри видео с Томасом. Во-первых, посмотри MBA War Room, прям загугли MBA War Room, и у нас на канале ты найдешь. Он рассказывает, как себя выделить, если ты консультант McKinsey. И посмотри наш недавний стрим Flash Alumni, там, где Томас проводил как раз для выпускников воркшоп. И он как раз про это рассказывал, как себя позиционировать по-другому, если ты работаешь уже сейчас в McKinsey. Просто, окей, просто McKinsey круто, но недостаточно. Тебе нужно быть чем-то особенным, вот, чтобы было чем быть особенным. Так, смотри, мне 22, я собираюсь большой объем... так, все, что-то проскочило. Так, большой объем заказов, но до 25 лет хочу по этой программе, правильно ли, стоит ли насчет кредита, что в Казахстан, а то в Казахстан, сам понимаешь. Блин, не очень понял вопрос. Короче, ты хочешь до 25 лет отучиться на этой программе? Ну и все ты успеешь. Я не вижу с этим сложностей. Ты и сейчас уже большой объем заказов берешь 22 года, и красавчик, уже зарабатываешь. Вот, значит, до 25 успеешь заработать и перейдешь на новое направление. Супер, по-моему, это очень хорошее направление, очень хороший план. Как изучать soft skills? Практиковать их надо. Ну, может быть, на какие курсы пройти. Может быть, мы сделаем про это курс какой-то. Да, надо подумать. Может быть, да. А вообще лучше всего практиковать. Реклама этого. Дебат-клуба МГИМО. Они, правда, меня давно не просили уже рекламировать, а я такой певец, который поет, когда его не просят. Вот здесь я тоже спою, когда не просят. Вот мне кажется, что дебатный клуб дебатов в МГИМО – это идеальное место, где практиковать soft skills и public speaking бесплатно, если вы студент и даже если вы выпускник. Прокачаетесь, очень круто, еще и на английском научитесь разговаривать. Мне он сильно помог потом в McKinsey, прям сильно. Я думаю, что помогает и сейчас.
Поэтому рекомендую все на дебаты. Мне 29 лет, 4,5 года в R&D азиатской компании, хочется что-то поменять и не хочется оставаться в чисто технической области. Вуз средний. Есть возможность попасть в большую тройку консалтинг? Есть, да, тем более в азиатской компании прикольный опыт международный. Чисто технически не хочешь поменять. Может быть, есть смысл на MBA пойти, и после MBA полегче перейти, может быть, скрининг легче пройти. Но, казалось бы, если скрининг пройдешь, то проблем не будет и так. Поэтому проходи, может быть, подайся, короче, в консалтинг, попробуй. Если сработает, вот прекрасно. Если не сработает, иди на MBA и после него подашься. Шанс у тебя есть, и я думаю, что запросто можешь это сделать, если особенно интересно. Как всегда, инвестирую время, и все будет окей. Где выучил английский? Странный вопрос, но все же. В МГИМО, а потом еще... окей, хорошо. Как я выучил английский? Я занимался олимпиадами по английскому еще в школе. У меня была школа с углубленным изучением языка. У меня был какой-то то ли третий, то ли второй диплом на Всероссийской олимпиаде по английскому. Потом я ездил в Америку по обмену на несколько недель. Потом я еще учился в МГИМО. Потом я занимался дебатами, ездил на чемпионат мира, чемпионат Европы по дебатам. Потом я учился в Италии год на английском и в Америке год на английском и жил в Америке. Потом я 3 года работал в McKinsey и при этом еще ездил в международные проекты, где работал только на английском. Факт. Тут, мне кажется, медведь выучил бы английский язык после всего этого. А я вроде не медведь, поэтому тупо много на нем говоришь, вот и он и учится. Отчисляюсь из своего университета на последнем курсе. Пропустил начало. Это how to discuss. Не вижу, окей. Так, вот читаю, значит. Отчисляюсь из своего университета на последнем курсе и боты к поступлению на мехмат, так что дерзайте, всем удачи тем, кто решит поменять вектор своего направления. Да, можно. На последнем курсе я бы не стал отчисляться, наверное. Я бы на последнем курсе, наверное, все-таки закончил. Все-таки бумажка нужна, ребят. Жизнь такая, что сейчас... Окей, не то, что сейчас всегда. Сейчас еще нельзя одной бумажкой... Без бумажки просто знанием обойтись. Нужно бумажку еще получать. Вот закончите хотя бы. А потом меняйте направление. А диплом получите хоть какой-нибудь, хоть как-то. По поводу дебатов. Что посоветуешь почитать или как круче прокачать себя в этом? Или тупо ходить и дебатить? Тупо ходить и дебатить, да. И там, по ходу дела, будешь понимать, что почитать, какие книги там тебе посоветуют, поймешь, что не хватает. Есть очень крутая книга про вообще как дебатировать, про логику. Это Practical Ethics. Автор Петер... Не помню, я не помню. Вот, короче, вбейте в гугле Practical Ethics. Практическая этика. Practical Ethics, Питер кто-то там. И это очень крутая книга. Вот по дебатам я ее читал, чтобы научиться аргументировать по-разному. Она вообще не про дебаты, а скорее про всякие этические вопросы, но на дебатах их часто обсуждают, и посмотреть на разные точки зрения очень круто. И там аргументы за и против мне помогли. Рекомендую. Азиатская компания в РФ. Кажется, возможно, это Samsung. Samsung – это клевая компания. И R&D там клевый. Я думаю, что с ней можно куда-то пройти дальше. Нужно ли умение писать ручкой? Смотря кому. Наверное, писателю, да. А может быть и нет. Не знаю. Видимо, я стану завсегда твоих стримов. Присоединяйся, я буду рад, если станешь. Так, смотри, как насчет Google Cloud Platform, это Спандиар пишет, хочу попробовать на своем заказчике установить, свои скиллы прокачать. Я не знаю, Google Cloud, там, насколько там DS-скиллы прокачиваются, я тут просто некомпетентен, к сожалению, поэтому пропущу, не скажу. Если там реально DS ты будешь использовать, то попробуй. Если там, посмотри, погугли, кто-то использует DS вообще, если кто-то использует, то круто, если нет, то тогда забей. Так, просто тогда не будет возможности поступить бесплатно, оплатку не потяну. Так, а куда? Ты идешь на мехмат. Окей. Смотри, вот я сейчас в ШАДе учусь. Я в ШАДе учусь бесплатно. Несмотря на то, что у меня есть уже магистратура, мне 28 лет, еще к тому же у меня есть ФЛЕС, в котором я работаю и зарабатываю деньги. Мы все-таки не мать Тереза, мы деньги тоже зарабатываем. Все равно взяли на бесплатку. Бесплатку, как это
Она просто бесплатная. Ты запросто можешь не на мехмат идти, а в тот же шат. Забота, экзамен нормально. Я про это целую серию видео снял. Посмотри, там, что я делал правильно, что неправильно. Посмотри, скачай материалы, добей своими, пройди и учись бесплатно. Шат не хуже мехмата, учитывая, что на мехмате там столько бывают траты времени неэффективные. Там как раз преподы часто, к сожалению, валяют дурака. В шаде преподы дурака не валяют. Ну, или если валяют, то гораздо меньше, я это почти не замечаю. Получишь ты все то же самое, только в сжатом виде, готовься просто интенсивно это все в мозг себе вмещать. И тогда и закончишь, получишь корочку, и бесплатно отучишься, и отучишься меньше, а получишь, может быть, даже больше. По-моему, профит. Угу. Так, как часто проходят стримы? Блин, everyone so often, что можно сказать, чаще, реже, чем чаще, особенно учитывая, что сейчас мне нужно было жестко шат закрывать, и я не успел ничего стримить, но теперь вроде легче стало, я почти все закрыл, поэтому я надеюсь, еще сделаем до конца года парочку. Там буду. Вообще я планировал раз в недели 3, наверное, делать. Потому что каждую неделю никто не приходит, никому не интересно. А раз в некоторое время уже наберется какие-то вещи, я могу рассказать. Поэтому я надеюсь, что мы сделаем еще до конца года, а потом в январе уже. Так. Practical Ethics Peter Singer, или Singer, я не знаю. Да, это та самая книга. Скачайте ее бесстыдно или честно купите, а еще лучше возьмите, купите бумажную. Я бумажную читал, и она прекрасна. Было удобно. Так, на зарубежных сайтах вакансий, форумах вижу обязательное требование PhD для DS. Это Германия в основном, в Америке меньше, по-моему, в России вообще нет. К чему они указывают, если Coursera норм? Сейчас, только сейчас резюме на вакансию DS в России? Не знаю, сколько сейчас резюме на вакансию, то у HR лучше спросить. Для Германии действительно PhD обязательно. Если вы хотите в Германии работать, к сожалению, вам придется это делать. В России не обязательно. В Америке, по-моему, тоже не обязательно, особенно если вы в технологических гигантах будете работать, они это все отбрасывают. У меня близкий друг сейчас пошел DS работать после PhD по математике. Причем он толком даже не занимался DS, он не успел замочить там даже никакой Kaggle, ничего не делал. Вообще он сильно расслабился на PhD по математике в Америке, если честно. Но ничего, пошел, но он парень очень с головой, мой бывший напарник по программированию. И устроился на работу, сейчас работает прекрасно. Без PhD по DS. Когда будут новые видео по шаду? Вот, когда мы снимем Стаса. Я надеюсь, если он согласится сниматься. Еще что-то новое, я не знаю, что сказать еще нового. Ой, были алгоритмы, ой, было тяжело, ой, понравилось. Вот и девиз шада. Когда что-нибудь придумаю ценное, скажу. Просто сказать, ой, я сдал эти курсы, наверное, не очень интересно. А может быть, интересно. Посмотрим. Теперь будут чаще, потому что у нас теперь новое оборудование, и нам не терпится поснимать. Так, для MBA, HBS, опыт работы в McKinsey, Bain, BCG равносильно да. И по отношению к большой четверке тот же вопрос. Но, насколько я понимаю, четверка все-таки поменьше бренд и, наверное, похуже. Но при этом запросто и из четверки тоже берут. Берут из Росатома даже. Казалось бы, Росатом. Но берут. И берут хорошо, и уже часто. Поэтому я думаю, что можно из четверки. Опять же, если вот, как мой вопрос был на английском ответ, если вы шарите, делаете крутую работу, то возьмут. И вам есть что рассказать, и вы хорошо подготовили свой рассказ. Если же этого нет, то это McKinsey не поможет. И Bain, и BCG, и кто угодно. Шел 3-й час. Да, это правда. Но я пообещал, что я постараюсь всем ответить на вопросы, либо если меня выгонят из офиса, а из офиса выгоняют в 12 ночи, поэтому есть еще время. Я очень хотел бы, конечно, закончить поскорее, но я хочу и всем ответить, ибо обещал. Окей, кроме аналитики, почему девушки накручивают себе рамки, чтобы познакомиться с ними, сами от того страдают? Сложный вопрос. Не знаю, бери и знакомься. Никто не закручивает. Обычно девушки накручивают, если не сильно хотят знакомиться. Но не хотят знакомиться, ну окей, значит, у вас с ней нету матча. Ну и прекрасно. Вот с кем у тебя будет матч, познакомишься на раз. Я не знаю, со своей женой мы как-то очень быстро нашли язык, и никакие рамки она не накручивала, мы прекрасно с ней общались сразу.
И, я не знаю, до этого с девушками я встречался, с кем встречался, нормально все было. Кто накручивал рамки, ну, не заходило, ну, окей, ну, ничего страшного, с другой познакомишься. Значит, не сошлось. Окей, это, наверное, не про учебу, но просто раз уж был вопрос, я, наверное, ответил. Хотя я тут не сильно компетентен, у меня не так много было девушек. Окей, ладно, это вообще не будем в это лезть. Заканчиваю бакалавриат МИЭФ, комбинации, не вижу большого смысла идти в финмагистратуру. Какое направление выбрать, чтобы стать востребованным специалистом за границей, и какой карьерный путь строить? МИЭФ, финансы. Ну смотри, мне кажется, что бизнесовая карьера для тебя тогда хорошо пойдет, аналитическая. Вот, пожалуйста, тот же консалтинг хорошо зайдет, а после консалтинга и тройка, и четверка, вообще, да и второй эшелон, хорошо идти в разные вообще компании, запросто берут. Вот сейчас я давно общался с Ростелекомом, они, кстати, очень крутую команду тоже собрали из бывших консультантов, и очень интересно у них задача есть. Вот, пожалуйста, поработал в консалтинге, к ним потом идти очень удобно. И не только к ним, в другие подобные компании тоже. Поэтому я думаю, что вот стратегическое консалтинговое направление очень хорошо тебе зайдет. И финансы там тоже нужны. Там не нужны такие прям жесткие финансы, там, как где-нибудь в аудите или в инвестициях, но шарить как-то в них тоже нужно. То есть, например, 3 формы отчетности вот я строил в консалтинге, хотя они не такие детальные были, как в каком-нибудь фонде, например, инвестиционном, наверное. Так, а что тебе не хватило в дебатах, чтобы выйти в мировой финал? Знаний, практики, чересчур субъективное судейство? Да нет, просто плохо решал. В финал не вышел, потому что нужно было больше тренироваться. Я тренировался раз в неделю вот на слетах клуба дебатов. Кембридж, вот их сообщество, тренируется 3-4 раза в неделю. Ну, как, я не знаю, если вы хотите стать олимпийским чемпионом, вам не хватит тренироваться раз в неделю. Вам нужно тренироваться каждый день по много часов. Точно так же и здесь. Если бы я тренировался сильно больше, я думаю, что я бы вышел в финал. Ну, если бы я сильно вложился много, прям сильно. Но я не сильно хотел, значит. Окей, я просто съездил на финал, вышел, в четвертьфинал мы вышли. Ну, окей. Зато прикольно потусили еще, прикольно там пожили в Турции, пообщались с разными ребятами. Это вот крутой опыт был, который мне, наверное, был важнее, чем просто победа или выход в финал. Вот, ну, бог с ним, с финалом. Так, слышал про отраслевые консалтинги за рубежом. EON, DHL, например. Ты не знаешь, можно ли туда попасть без опыта в консалтинге? Опыт можно, если у тебя есть опыт в отрасли, который они консультируют. Это даже лучше. Опыт должен быть какой-то такой, который они ценят. Но вообще кто-то попадал, слышал, но попадать туда лучше, если ты уже там устроен, ты работаешь где-то за границей, в магистратуре учился и тому подобное. Просто с нуля, вот ты сейчас в России или там в странах СНГ, а поехать, например, куда-то в Германию сразу не выйдет, наверное. Так, а где в России можно получить PhD по почему-то похожему на Data Science? По-моему, нигде. По-моему, нигде. Физтех. Окей, вот ответ пришел физтех, но я, честно, не уверен. Потому что обычно вот после ШАДа все куда-то пытаются уехать. Обычно. Но я могу ошибаться. Окей, я не планирую делать PhD, не ресерчил эту тему. Тут, может быть, это действительно физтех. Требования GRE по математике 170, только надо с 3К до 7К долларов. Все зависит от результата GRE по GMAT. Какие советы подготовка по GRE? Посмотри видео, у нас будет видео про GMAT и GRE. Я сейчас вот не смог снимать какое-то время, потому что шадом занимался, а теперь к нам приехала крутая камера, и мы будем снова снимать, и я про это расскажу. Имеет ли смысл идти в магистратуру, если планируешь работать в инхаус стратегии консалтинге? Если тебя берут сразу без магистратуры, зачем идти в магистратуру? Если не берут, либо если тебе хочется что-то изучить такое в магистратуре, что интересно тебе само по себе, как мне была моя магистратура интересна сама по себе, а не ради консалтинга, то иди в магистратуру. Если берут и так, иди и так. Если хочешь, либо и так не берут, иди в магистратуру. Так, и как тебе идея моего диплома? Email для обнаружения вредоносного ПО. Круто. Очень круто, мне кажется. Если ты сможешь это заставить работать еще, то будет офигенно. Если это просто не на бумаге будет сделано, а ты покажешь какой-то рабочий пример, да ты, может, даже на этом деньги заработаешь. Тебя и к Касперу возьмут, а то и вообще свою компанию построишь. Круто. Просто хочу засунуть диплом по безопасности Data Science. Попробуй. Да, попробуй. Если получится, вообще будешь красавчик. Напиши об этом в ОДС, кстати.
Я думаю, что тебя поддержит, и кто-то найдется, кто тебе какие-то советы клевые даст, и это будет полезно. GMAT Club, там математический курс у них сильный. Окей, если так, то круто. Я его не проходил, не знаю. Я могу только про свой курс сказать. Он, правда, не совсем про GMAT, он больше про математику для консалтинга, но кажется, что он тоже неплох, поскольку мы очень много мочим материала, очень-очень много, и поэтому как бы уже когда много мочишь, больше запоминается, и уже у тебя нет шанса не запомнить и не отработать. Так, смотри, в клубе азиат... Так, окей, слушай, ладно, я не буду про личные отношения, наверное, мы все-таки не про это сейчас обсуждаем, поэтому это опущу. Какие советы по пикапу, я тут не в теме. Есть у тебя расписание дня или все идет хаотично? Расписание дня примерно есть, но я стараюсь, чтобы оно было максимально пустым. И тогда его заполняю там, например, учебой. То есть я знаю, вот я собираюсь этот день посвятить разработке нового курса. И я стараюсь больше ничего туда не пихать. Вот я только разрабатываю курс. Или вот этот день мне нужно сдать там задачу по плюсам. Вот я ему посвящаю курс. Вот я знаю, что вот эти дни у меня более-менее там на учебу выделены, вот эти на работу, и все. Более детально я стараюсь не ставить. Встречи я ставить обычно не люблю, потому что встречи там могут кучу времени занять. Но при этом там, конечно, с интересными людьми встречаться стоит, поэтому там пытаюсь двигать. Вообще... Тут, опять же, очень полезный пример Уоррена Баффета, с которого я во всем стараюсь брать пример. Это то, что вот он свой график старается максимально опустошить, и что у него там много времени для чтения и для учебы. Мне кажется, это очень правильно, и это вот то, чем нам всем нужно будет заниматься дальше. Максимум времени выделить под свободное мышление и критическое мышление и обучение. Тоже другим это тоже рекомендую. Куда написать? В какой ОДС? Вот, окей, вот смотрите, это я уже писал еще раз. ods.ai, по-моему, или как он там называется. Это сообщество в Slack. Но ODS.ai – это только приглашение, чтобы получить в Slack. Там вы пишете, что такой-то, такой-то, хочу заняться тем-то, тем-то. Пишите, что я вас пригласил, вас добавят. Можете кого-то другого написать, окей, мне пофиг, кто вас приглашает, у меня нету никакой заинтересованности в этом. Хотите, напишите меня, просто чтобы кого-то запомнить. Если вы знаете кого-то другого, пишите кого-то другого. И там как раз все вы обсудите. Так, отключаюсь, успеха. Спасибо за вопросы. Так, если хочется дополнить финансовое образование более техническим, какое направление магистратуры за рубежом нам выбрать? Я бы выбрал экономику. То есть как бы финансы не слишком далеко об экономике, и сейчас современная экономика за рубежом – это такая нормальная математика. Вот у меня это было в Баконе, прям так. Какие есть интересные направления для работы на пересечении ДС и финансов, кроме банка? Ну, какие-то банковские институты должны быть, банковские стартапы какие-то, я не знаю, BankX какой-нибудь. Ну, я не знаю, есть ли у них DS, фиг знает, у них блокчейн есть, а DS фиг знает. Короче, я погуглил бы стартапы банковские. И, возможно, инвестиционные фонды, которым нужно будет принимать решения на основе аналитики и DS тоже. Как им это будет удаваться, фиг знает. Вот, стоит здесь попробовать. Как выглядит твой обычный день? Мой обычный день выглядит... Я встаю где-то в 8 утра, пока жена отводит старшую дочку в садик, я сижу с младшей. После этого мы завтракаем, и где-то в 10 я выдвигаюсь на работу. Может быть, даже чуть позже, если мне нужно еще по дому что-то сделать. В 11 я где-то на работе, там мы с коллегами планируем, что будем делать. После этого мы это делаем. Я в основном либо там делаю какой-то материал контентный, либо разрабатываю курсы, либо договариваюсь с кем-то о встречах, о съемках, либо планирую съемки, либо занимаюсь шадом, ботаю алгоритмы, плюсы и тому подобное. И так это продолжается до вечера. Заканчиваю я работать где-то в 11 вечера. В ШАТ закрывается в 11, поэтому в ШАТ я заканчиваю в 11. Свою работу здесь я заканчиваю в 12, поскольку у нас офис закрывается в 12, и охранники потом выгоняют. К сожалению, у меня больше нет офиса, который работает 24 часа. Наверное, когда мы станем покрупнее, и когда у нас будет другой офис и покруче, у нас будет он 24 часа. Но 24 часа работать не очень хорошая идея.
все же. Но, тем не менее, вот 24 часа закончу, поэтому если вопросы еще какие-то застанутся, а мы еще будем обсуждать, то все равно придется отключиться, к сожалению. Так, и вот в это время я заканчиваю, возвращаюсь домой. По дороге домой я читаю что-то по Shadow, например, решаю какие-то задачки, либо что-то еще полезное читаю, и все. И на этом потом прихожу домой и ложусь спать. Где-то около часу ночи. Так, дальше. Так. Excel или Google таблицам для аналитика? Ну, наверное, все-таки Excel. Google таблицы, кажется, они послабее. И кажется, что... для аналитика R. Ну да, R помощнее, конечно. Но если бизнес-аналитик, то это скорее Excel. Если это ближе к Data Science, то есть что-то поумнее, то это R, да, я согласен. Так, сейчас нахожусь в процессе перевода на экономический факультет. Бакалавр МГИМО, МГУ в ШЭ, проучившись 2 года в ШЭ на международных отношениях. На что обратить внимание? Стоит ли думать о зарубежке? Ух ты, как ты так умудрился, МГИМО, МГУ в ШЭ? У них есть какая-то совместная программа, нифига себе, вот это да, это новость. Поучившись 2 года в ШЭ на международных отношениях. Зарубежка стоит, я думаю, думать. Вообще зарубежный опыт супер полезный. Всем рекомендую в магистратуре зарубежной учиться, если есть такая возможность. Обратить на что стоит внимание, на стажировки, и попытаться сейчас на стажировке еще походить так, чтобы потом легче устраиваться было на работу, чтобы был опыт. Поскольку корочка будет хорошая, но еще нужны какой-то опыт. Встречал ли ты в Маках где-нибудь еще людей, которые спят условно 4 часа и при этом остаются продуктивными по 2-3 месяца? Или никогда не бывает? Нет, не встречал. Встречал людей, которые спят по 4 часа, и они несчастны. И спал иногда я тоже по 4 часа, или даже меньше, я был вообще несчастен, и это вообще не рецепт к продуктивной работе и тому подобное. Особенно, если тебе нужно думать головой. Вот в консалтинге есть такая работа, где там тупо нужно какой-нибудь Excel не сильно думая сделать, слайды нарисовать и тому подобное. Вот если такая работа, можно мало спать и много делать. Но если работа, где нужно что-то придумать, вот, например, я не могу придумывать алгоритмы, которые я там делаю, больше каких-нибудь там 8 часов подряд. А потом, когда я это сказал там разработчикам, мне даже сказали, 8 часов это много на самом деле, обычно продуктивно типа 4 часа. И это правда, если нужно что-то креативно придумывать, вы нифига не можете это работать супер много. И если вы не спите, креативное мышление отключается нафиг. А сейчас со временем креативное мышление будет все важнее. Нам нужно будет работать меньше, но при этом качественнее, необычнее. То есть работа будет становиться сложнее. Ее тяжелее будет придумать, но при этом ее нужно будет придумать меньше. Поэтому вот эта тема спать 4 часа, я думаю, что она долго не продержится. Есть всякие Илоны Маски, которые говорят, вот я толком не сплю и потом все это делаю, а потом занимаются всякой фигней, твитят ерунду и там обрушивают капитализацию своей компании. В общем, но я не думаю, что с этого стоит брать пример. Там, не знаю, опять же, с него может брать пример с точки зрения видения будущего и там смелости что-то делать, но явно не с точки зрения спать 4 часа. Не делайте так. Это плохая идея. Я сам так не делаю, и когда делал, я был глуп. Так, подскажи, пожалуйста, с чего стоит начать, на какие предметы в универе надавить, чтобы после первого курса можно было пойти на стажировку или иметь хорошее представление о аналитике и тому подобное? Ну, после первого курса вряд ли пойдешь на стажировку. Но если DS, наверное, пойдешь. Но вот на ляг... Слушай, вот в первом курсе заложи базу. Вот у тебя там будет Линал, Матан. Вот не профокапи их. Потом будет тяжелее. И вот если базу не заложишь, ты будешь много терять времени на других курсах последующих. А если базу заложишь нормально, то тебе сильно легче будет 3-й, 4-й курс, и тогда у тебя будет больше времени на работу, и тогда ты можешь либо куда-то еще пойти учиться, как в тот же ШАТ, либо пойти работать и иметь меньше проблем. А если ты не заделиверишь, плохо отработаешь первый курс, то тебе будет потом тяжело. Иметь дыры в линале – это больно. Знаю по себе. Так, сними что-нибудь о работе в политической сфере, политтехнологом, а то одна жесть задротная обсуждается. Ну да, окей, жесть задротная, да, согласен, что всем людям разное интересно. Сниму. Во-первых, интервью будет с будущим политиком, а во-вторых, может быть, кого-то из его политтехнологов тоже выцеплю на интервью. В общем, будет. Так, где я остановился?
Пригодились ли знания, полученные в школе? Как вырваться из рутины? Да, пригодились. Если бы у меня не было жесткой математики в школе, я бы и олимпиад по алгоритмам, я бы не учился в ШАДе. Чистом ГИМО мне бы не хватило, а в магистратуру Бакони я бы не попал, мне бы не хватило математики. В МГИМО слабая математика, ее бы не хватило. Я выезжал на школьный. Я в магистратуре выезжал на школьной математике, но она у меня была там мощная. И я выезжал при подготовке к ШАДу на школьной математике и на магистратуре. Поэтому сильно пригодилось. Так, как вырваться из рутины? Хороший вопрос. Да фиг знает. В какой-то момент дать себе так, чтобы рутина тебя задолбала, и когда ты начинаешь это ненавидеть, сильно скажешь, а пошло все к черту, и сделать по-другому. Наверное, так сработает. Ну, не знаю, у меня так работает иногда. Но не то, что я прям сильно часто вырываюсь, и не то, что это сильно часто получается. На то она и рутина, что так легче жить, и так, может быть, больше можно добиться, чем когда ты все меняешь. Когда ты все меняешь, ты медленнее движешься и менее эффективно. Так, есть ли желание переехать в другую страну? Нет. Но и, в принципе, если потребуется, перееду без проблем. Про это я недавно снимал видео, про переезд, кстати. Там такой был холивар жесткий, и там вообще куча было комментариев. Если интересно, посмотрите. Там я подробнее рассказал свои мысли про переезд. Но если кратко, я не считаю, что нужно прям переезжать, и я не считаю, что есть обязанность остаться. Если есть за границей что-то интересней, где можно работать, набираться опыту и, в общем, клево жить, и чтобы это было интересно, то стоит переехать. Если интересно в Москве, в России или там, где ты живешь, и ты там находишь себе полезным и там развиваешься, то зачем тогда переезжать? Не знаю, мой бы переезд в Стэнфорд сделал бы все хуже. Я не переехал. Но при этом, если в какой-то момент я пойму, что для работы, для флес или для моей семьи требуется переезд, перееду, тоже проблем нет. Так, опаздывал ли в Маках на работу? Да, опаздывал. И не то, что это хорошо. Я вообще опаздываю часто. Это моя плохая черта. Спасибо за стрим. Пожалуйста. Есть ли преимущество у DS в Big 3 перед DS крупных фирм? Если пересчитать ЗП в почасовой, то выходит вполне сопоставимо, да и овернайте тяжко уже. Ну, мне кажется, что DS крупных фирм, наверное, помощнее, чем DS в Big 3. Они пока еще не выстроили цепочку, и там не так все мощно, мне кажется. То есть, опять же, круче работать в специализированной компании, чем в неспециализированной. То есть, например, консультантам гораздо быть круче в тройке, чем в инхаусе каком-нибудь. Также и в DS гораздо круче быть в специализированной компании мощной, что-то типа Яндекса, чем в тройке. Там, конечно, задачи будут сильно круче, и опыт будет сильно круче. Но при этом свои плюсы в тройке тоже есть, наверное, больше какого-то бизнесового опыта. И опять же можно говорить, я работал в тройке, а люди же не понимают, где именно ты работал. Они думают, в тройке, значит, он еще и в бизнесе шарит, круто. То есть это можно еще и продать потом. Так, насколько приветствуется наличие CFA 2 при скрининге в Big 3? Никак, вообще, скорее пофиг. Ну, окей, показывает, что ты что-то сделал, заботал, молодец, но в целом это не так важно, на самом деле. То есть я бы сконцентрировался на чем-то другом. Если вот вопрос сдать CFA 2 ради скрининга, нет, не стоит. Если уже сдал, круто, пиши. Так, смотри, GSP – это типа бэкэнд только в облаке, DS – это не только AI или аналитика, там типа инфраструктуру билдить с нуля можно. Слушай, я не шарю. Я думаю, что я здесь воздержусь от ответа, ибо некомпетентен. Так, спасибо за стрим. Пожалуйста, как говорится, приходи еще. Пошел ботать Линал, удачно всем стримы. Давай, ботай, красавчик, здорово, это то, что ты должен был сделать. И если ты следующий стрим пропустишь из-за того, что ты будешь ботать Линал, ты будешь прав. И я тебя пойму. Но если ты не будешь ботать Линал, тогда я жду на следующем стриме. Так, почему алгебра не получилось сразу сдать? Что там происходит? Нет, проблема не в том, что проходит, проблема в том, что много времени занимает. И я хотел сдать алгоритмы и плюсы лучше. У меня там уже почти 5. А я же ботан все-таки, мне хочется на 5. Я вот сейчас хочу их дожать. А Линал я еще там успел сделать только 1 домашку из 3. Я думаю, а тут у меня еще навалилась работа там по текущему клиенту корпоративному, и там теперь еще и видео нужно снять. В общем, я решил, окей, лучше я не буду сейчас убиваться,
Окей, Линал я и так не успел много времени вложить, давайте-ка я его лучше в январе сдам, а в сэкономленное время инвестирую в плюсы и алгоритмы, попробую там пятерку получить. Ну, клево. А потом до решающего, что останется по алгоритмам и плюсам, еще Линал сдам. И всем счастья. Так. Не надо снимать про политику зашквар. Только хардкор, только матан, фронтенд, биг 3 и тому подобное. Окей, мнение расходится. Но, к сожалению, про политику я все-таки тоже сниму. Но политика будет не то, что давайте Путин плохой, так не голосуйте за Путина, или Путин хороший, все голосуют за Путина. Нет, вот это не будет. Я не собираюсь навязывать никому мнение какое-то политическое. Мы не этим занимаемся. Мы не политический канал, мы про образование и про карьеру. А вот карьеру политикой, карьеру политтехнолога посмотреть интересно. И вот с этой точки зрения мы снимем обязательно, поскольку не надо ограничивать себя просто математикой, просто Big 3, просто там и тому подобное. Точно. Может быть, вот этот комментарий был про только хардкор, это вообще шутка была и троллинг, ну окей тогда. Но как бы в любом случае троллинг или нет, ответ такой, что ограничить себя не стоит, и мы про это тоже снимем, но мы не будем лезть в политику. Мы будем лезть в политику как профессию и как карьеру. Так, хорошая база по экономике в институте. Есть опасения, что в экономической магии будет обобщение известных теорий для многомерных случаев, и тогда не так много нового и прикладного, востребованной альтернативы. Смотри, зависит от того, куда ты идешь. Если ты идешь в Россию, то да. Если ты идешь за границу, то там будет жесткая математика, от которой ты офигеешь. Если у тебя не было жесткой математики в магистратуре, в бакалавриате по экономике, ты вообще офигеешь, и ты подумаешь, что ты не экономику учила. Там вообще другая экономика была. И то, что я учил в МГИМО по экономике, вообще так мало билось с тем, что я учил потом в магистратуре по экономике, где фактически я учил математический анализ и оптимизационные задачи на разных моделях экономик с разными предположениями о конкуренции, о других акторах, о их взаимодействии и тому подобное. Короче, была прикладная математика, а не экономика. Тебя ждет то же самое, если будешь учиться за рубежом в хорошей магистратуре. Если нет, то тогда будет то же самое, тогда будет скучно. Наверное. Дальше. Как ты считаешь, где лучше образование, в России или за рубежом? Смотря что, смотря какие универы. Наверное, в среднем все-таки где-нибудь в Америке, опять же, окей, в Америке куча левых вузов тоже фиговых. И в России куча левых фиговых вузов. В России есть хорошие вузы, и в Америке есть хорошие вузы, и в Европе есть хорошие вузы. Блин, тяжело в среднем считать по больнице. Там школьное образование тоже непонятно. Вот, опять же, техническое у нас хорошее, но при этом у нас часто шаблонное образование. В Америке часто не шаблонное, но тоже не везде. Вот факт. Мне кажется, сделать тут какое-то обобщение вообще уже невозможно. Я вот не скажу, не знаю. Не троллинг. Окей, да, не троллинг, ладно. Ну, не троллинг или не троллинг, ответ один. Когда следующий стрим? Я думаю, что через неделю, наверное. Планируешь ли сделать интервью с Олегом Якубенковым? Я не знаю, кто это такой, но спасибо, я погуглю. И если будет интересное что-то, и плюс, если он захочет это рассказать что-то, то тогда да, почему бы нет. Интервью мы планируем. Планируем интервью сделать, я надеюсь, если получится, с Костей Борисовым. Это очень крутой чувак из BCG, который сейчас устроился в подготовку космонавтов. То есть он сейчас проходит тренинги в вот этом базе подготовки, я не помню, как она правильно называется, базе подготовки космонавтов, и если все пройдет хорошо, через несколько лет он полетит в космос. Чувак работал в BCG, полетит в космос! Твою ж мать, вот он Rocket Science, это очень круто. Я очень хочу с ним побеседовать, но проблема в том, что мы пока не получили разрешение от Роскосмоса, а без разрешения Роскосмоса он не может это все делать, а там, конечно, долго это все. Завтра буду звонить как раз. Но надеюсь, что получится. Недаром мы приобрели новое оборудование. Так, что там дальше? Что лучше для MBA? 4 года опыта в Big 3 или 2 года магии по экономике в ШМГУ и 2 года в Big 3? Я думаю, что лучше 4 года в Big 3. Но если сравнивать, если брать магистратуру за рубежом, то мне кажется, вот в моем личном случае хорошо сработало 2 года в магистратуре за рубежом, тем более, что у меня был год в Италии, год в Америке, и потом еще 2,5 года в Big 3. Мне вот так лучше зашло. Мне кажется, это лучше, чем 4 года в McKinsey.
Но при этом 4 года в McKinsey, мне кажется, лучше, чем 2 года в McKinsey, 2 года в экономике вышки. Зависит от вашей конкретной истории. Если у вас клевая история, вы в McKinsey делали какие-то супер крутые вещи, необычные, не то, что делают обычные консультанты, или вы делали это крутые вещи до McKinsey, то давайте, то рассказывайте. Если у вас не было крутых вещей в McKinsey, BCG, Bain, ну, в общем, более-менее стандартные проекты, то нужно, конечно, чем-то еще разбавить рутину. Так, не знаешь, какое отношение за границей к шестилетнему специалитету? Можно ли будет сразу пойти на PhD или anyway магистратуру? Смотри, в Америке PhD – это в любом случае первые 2 года магистратура, а потом 3 года research. Поэтому ты без разницы, после чего бы ты ни шел, после магистратуры другой, или после специалитета, или после бакалавриата, ты пойдешь на 5 лет, а 5 лет – это 2 года теория плюс 3 года research. Ничего не изменит тебе. Ты не можешь скипнуть первые 2 года все равно. Так, Якубенков работал в Яндексе, правильно сделал несколько штук, которые купили Google и Facebook. Facebook потом его забрал к себе в Лондон, а сейчас он сделал курс Go Practice для продакт-менеджеров. Прикольно, интересно, надо его загуглить, может быть, тогда с ним снять что-то. Да, тем более, он еще и курс сделал, короче, он еще и образование любит. Да, мне интересно, Очень странно, откуда столько здоровья, я как про космонавта потенциально. Он жесткий чувак, ребят, он переплыл, какой же пролив он переплыл этим летом, и он тренируется, он профессиональный инструктор инструкторов по дайвингу. Уже у него там своя какая-то школа много лет. Он очень жесткий чувак. У него здоровье просто жесткое. Здоровье у него бычье. Тут я не хочу сглазить, когда говорю о здоровье. Поэтому как бы нам с вами, наверное, так просто не попасть без подготовки. А у него подготовка прям жесткая. Как себе джуниора подбирать? Пообщаться с ним, дать ему какое-то задание, смотреть, насколько он делает хорошо, насколько он слушает фидбэк, насколько он учится по фидбэку, который ты даешь. Если учится хорошо, фидбэк, и у вас есть химия такая, вы сработались, берешь дальше. Если нет, ну окей, другого ищешь. Мне нужен джуниор. Ну вот тогда вот попробуй его вот как раз вот так дать задание. Бинго! Кажется, наконец скорость моего разговора опередила скорость написания вопросов, и я вроде все ответил. Так ли это? Да. Химики – это не смешно, это правда. Я тоже раньше так думал, а потом я понял, что, это правда. И это вообще, это правда, это работает везде. Так, как стать джуном в Яндексе? Заботать пару курсов, на той же Курсере специализацию МФТИ, например, поработать еще где-то, а потом пойти на интервью. Кажется, вот так. Так, ну что, еще вопросы есть? Или все? Пока я жду вопрос еще, наверное, секунд 30. Ой, какой же я худой. Вот это да. А вы пока ставьте лайки, кто еще остался. Я забыл сказать, да. В общем, чем больше лайков, тем больше стрим потом смотрят. А чем больше стрим потом смотрят, тем больше толку их снимать. Соответственно, тех их можно снимать. Поэтому, кто еще не поставил, ставьте, пожалуйста. Я буду вам очень благодарен. Особенно, если вам что-то полезное было из того, что я рассказал, то ставьте. Если ничего не было полезного, то не ставьте. А лучше напишите в комментариях потом к видео, что было не полезно, чтобы в следующий раз было полезно. А если было что-то полезно, то ставьте лайки. И можете в комментариях написать, что было бы еще полезно, чтобы я это рассказал. Или кто-то еще рассказал, я не знаю. Но, в общем, фидбэк ваш очень нужен. И лайки тоже нужны, и супер за них благодарен. Так. Что он знал, что хотел, распыляться и не распылялся ли гены? Там сложная история, я про это расскажу в интервью, он расскажет сам, в смысле. У него отец летчик, и он долго хотел быть космонавтом, но как-то все не складывалось, пошел учить экономику, потому что, видимо, все тогда шли экономику, поработал даже в консалтинге, потом понял, не его. И понял, что всегда хотел быть космонавтом, и пошел. Я в какой-то момент бросил консалтинг, сказал, я хочу заняться образованием. А он сказал, я хочу быть летчиком. Собственно, то же самое. Поработать где-то, это где? Слушай, вот посмотри в ОДС вакансии, вот куда возьмут, туда иди. После небольшого опыта на Курсере. А потом уже там набираться больше опыта и с ним уже идти дальше на тот же Яндекс.
Так, подключился только сейчас. Да, слушай, да, запись будет сохранена, Руслан, смотри, мы про это тоже говорили немножко, про Яндекс и про Джуна. Посмотри, там будет полезно кое-что. И смотри на скорости 2, а может быть даже на скорости 3. Я, правда, быстро говорю, и, наверное, меня на скорости 3 смотреть вообще невозможно, ничего не разберусь. На скорости 2 точно можно, и это сильно сэкономит тебе время, и... К сожалению, тайм-кодов не будет, наверное. Если кто-то не захочет сделать тайм-коды, за что я буду очень благодарен, и как-нибудь отблагодарим, что-нибудь придумаем. Если кто-то на это закоммитится. Но я не уверен, что кто-то закоммитится, поэтому пока не буду обещать. Так, все, вроде все ответил. Отлично. Всем, ребят, спасибо большое. На следующем стриме будут еще новые вопросы. С радостью на все отвечу. А на что не отвечу, по ресерчу еще отвечу. И что тогда? Всем до связи, всем спокойной ночи. Надеюсь, что было интересно. Всем пока.